Но зеленые могут видеть, например, ауры. То есть они могут смотреть на человека, видеть его энергетическое поле, видеть его дыры в энергетическом поле, какие сущности с ним общаются. Если мы берем, например, суперсилу оранжевую, это может быть либо телекинез, левитация. Чаще всего это осознанные сны. Суперсилы фиолетовых — это яснознание. Коричневые, они могут стать целителями, например. Желтые — это люди, известные своей яркостью, помогающие ему собирать миллионную аудиторию. А что такое разрушить стену? Это обратить свое внимание и сказать: да, у меня есть эти способности. В этот момент начнется трансформация и магия. Применяя практики по разблокировке своей теневой части, вы постепенно возвращаете себе ресурс. И это может привести и как к резкому росту денег, резкому налаживанию отношений. Разблокировка теневой стороны — это всегда в плюс. И если человек полноценно принял в себе свою теневую часть, она его сама приводит к той точке, куда он должен прийти. Если вы сейчас представите, что все, что вы считаете собой, это определенная иллюзия, это маска, которую вы носите, может, для себя, может, для окружающих людей, то вы поймете одну интересную вещь, что где-то внутри вас спрятана версия вас, которая не боится ничего, у которой в принципе нету ни одного сомнения. И есть такой вопрос к вам. Как далеко вы готовы зайти, чтобы ее освободить? Потому что сегодня эта встреча будет посвящена именно этой части вас. Представьте на мгновение, что те трудности, с которыми вы сталкиваетесь прямо сейчас, или шаблоны, которые вы не можете долгое время сломать, тот потенциал, который вы чувствуете в себе глубоко внутри, но не можете его раскрыть, сводится к одной вещи — научиться освобождать свою теневую сущность. И если ты готов, то смотри этот подкаст до самого конца, потому что сегодня ты столкнешься с очень интересной частью себя. Сегодня тебя будут ждать самые настоящие мощные откровения касаемо твоей теневой стороны. Версия вас, которая ничего не боится. Что ты имеешь в виду? Ну смотри, это в первую очередь часть человека, часть личности, который имеет огромный потенциал, огромную силу проявления в абсолютно разных областях. И этот потенциал, эта сила, она сконцентрирована и спрятана за стеной. Эта стена, она может выражаться в страхах, сомнениях, тревоге. Например, когда вы боитесь пойти куда-то выступить, что-то сделать. То есть у вас скапливается огромное количество тревоги. И в этих состояниях, когда на вас накатывают, например, тревожные состояния, страхи, фобии, это консолидация огромной силы. Это представьте, что ваш потенциал разгоняется и врезается в стену на огромной скорости и не может пробиться. И вот это не может пробиться, это сопротивление и вызывает тревогу. У каждого человека есть определенная черта, потенциал, есть способности, которые скрыты за этой стеной. И эти страхи, они не дают этот потенциал увидеть и полноценно раскрыть. Поэтому да, каждый человек, у него есть та часть, которая ничего не боится. Если он думает, что он чего-то боится, либо он боится как-то себя проявить, реализовать, это не страхи, а непонимание того, что будет с ним дальше. То есть он условно смотрит в темноту. Ну, то есть страх неизвестности такой. Да, то есть это можно, есть такой термин — лиминальное пространство называется, либо неопределенный кадр, долина страха, долина смерти. Это когда вы стоите, например, на пороге какого-то темного коридора и смотрите туда. Вы не знаете, что там будет в этом коридоре. И вы смотрите в эту долину, и вам тревожно. Но вам тревожно не потому, что там темнота, а потому что ваш мозг не знает, что там. И когда человек не понимает свою природу, не понимает свои особенности, например, на что он по-настоящему способен, в экстренных ситуациях, в реализации, в проявлении, когда он не понимает, что у него есть способность это преодолевать, либо быть этим человеком, если он не понимает этого, у него возникает бешеный страх и тревога. То есть это его буквально сковывает. И это очень похоже вот на то, что я говорил про тревожных людей. Когда человек смотрит в пустоту, он не имеет под собой базы понимания своей внутренней психологии, ему всегда страшно. И самое, что, наверное, неприятно, то, что этот страх, он останавливает его от действий. Другая история. Если человек понимает, например, свои способности, например, у человека есть способность выступать в голосе, у него есть способность проявляться через речь, и он это понимает.
у него есть понимание, что у него есть этот дар. Например, это желтый потенциал. У тебя он есть. И человек боится, ему страшно, так же страшно, но этот страх его не останавливает, а уже является топливом для того, чтобы он это делал. То есть это буквально его двигает вперед. Ему страшно, но ему азартно. А человек, который, например, не понимает, на что он способен, ему страшно, этот страх его сковывает. Он словно смотрит в пустоту и не может двигаться. В этом и заключается в том, что у каждого человека есть та грань, которая и правда ничего не боится. И может идти спокойно, преодолевать любые сложности и Ну, это препятствия. интересно. Вот знаешь, я действительно испытываю тревогу перед каждым подкастом и на каждом подкасте, но меня, ты прав, это не останавливает. То есть я это испытываю, я в это иду, я это ощущаю, но то, чтобы меня это прям как-то двигало вперед, вот тоже не могу согласиться, что я такая: еще тревоги, еще подкастов. Нужно посмотреть на состояние после, когда идет обратная связь от мира за ту М. деятельность, которую ты делаешь. Например, как ты себя чувствуешь после этого. Я очень кайфую. Насколько кайфуешь, когда Я смотришь вообще материал. кайфую. Вот в этом как бы и есть основная. То есть ты понимаешь, например, свою способность определенную. Ты ее выражаешь, но ты ее выражаешь не просто, знаешь, пошла и что-то бесплатно сделала, бесплатно запустила подкаст, либо пообщалась с человеком. Нет, ты берешь обратную связь от мира. То есть тебе мир транслирует обратно, что смотри, за это ты получаешь деньги, за это ты получаешь признание, реализацию, ты за это получаешь определенный бонус от мира. И страх уже тебя не так сильно останавливает. Хотя ты понимаешь, да, страшно, да, тревожно, но когда ты уже входишь в эту сферу, твое понимание, что у тебя есть эти способности, они придают определенную дополнительную уверенность в себя. И чем больше и больше ты прокачиваешь, тем больше и больше результатов. Но опять же, важно понимать, что вот эта скрытая сила, она есть у каждого. Но бывает так, что человек, например, не предрасположен к выступлениям. У него нет, например, как у тебя, желтого потенциала. У него слабое горло, у него не такой яркий голос. И он, поддавшись, например, мнению какого-нибудь блогера, что надо прокачивать свой голос и идти в личное выступление, он начнет это делать, он столкнется со страхом. И чем дальше он будет идти, чем страх будет становиться сильнее. А еще это сопровождается тем, что человек дает очень много энергии. То есть это как, ну, словно он это может делать, это не запрещено, но это будет забирать, например, в 10 раз больше силы и энергии, чем у тебя, у которого есть эта предрасположенность, есть эта сила, и он туда может идти. Вот про фиолетовых наших тоже будет интересно. Почему я говорю про фиолетовых наших? Потому что аудитория, в основном, которая меня смотрит, именно цепляется на мой образ. Очень часто к Алине приходят на подкасты, они имеют фиолетовый потенциал, вы уже смотрели этот выпуск. Если смотрели, если не смотрели, то пересмотрите. Обязательно. И эти люди, они очень, как их можно понять, они очень чувствительны к запахам, они очень интересуются эзотерикой. Например, когда еще планета только зарождалась, запахи имели ключевое значение. Поэтому они выбирали еду, пищу, знакомства, чуяли опасность через запах. Они не видели, не слышали, у них не было тогда этих органов чувств. Единственное, это было обонятельное восприятие. И прошли миллиарды лет, и эти люди буквально вот эволюционировали. Сейчас нынешних они могут быть шаманами, пророками, гадалками, могут реализовываться как очень крутые там детективы. Еще один из элементов, который можно заметить, это тяга к знаниям, эзотерическим знаниям, направлениям, то есть желание человека познавать мир глубже, видеть мир глубже. И с развитием фиолетового потенциала, чем больше человек уделяет ему внимания, осознанности, он понимает, какими механизмами он условно наделен, то есть какие у него есть способности, он понимает, какими инструментами пользоваться, чтобы его развивать. У человека этот фиолетовый потенциал начинает расти. Дальше у него там такой второй уровень — это такой человек начинает наставлять людей, давать грамотные советы, стратегически видеть и направлять людей. То есть он уже учится видеть причины событий, у него развивается критическое мышление, он может овладеть какими-то инструментами в виде там карты, руны, символы, и начинает погружаться больше в раскрытие своего фиолетового дара, потому что фиолетовые — это в первую очередь проводники информации, духовные проводники. И суперсила фиолетовых — это яснознание. То есть когда у человека на очень высоком уровне этот потенциал развит, то такой человек может видеть будущее других людей, разные варианты событий, может выбирать между судьбами и направлять человека в нужное направление, которое ему нужно, либо который человек хочет выбрать. То есть он видит такое пространство вариантов различных у человека, разные линии судьб, буквально может их и видеть. Еще одна из сверхспособностей — это умение этого человека
влиять на мышление, на мысли людей, он условно становится таким радио. Он осознанно, подконтрольно может внедрять мысли другим людям дистанционно. То есть вы можете даже не заметить, вы будете думать, что это ваш голос надиктовывает вам определенные смыслы, идеи, концепции, а это фиолетовый потенциал, человек с фиолетовым потенциалом к вам подключился и просто диктует вам то, что нужно. Поэтому они могут удаленно прорабатывать людей, удаленно коучить людей, помогать людям, либо наоборот разрушать их. Поэтому сила мысли у них очень сильная не только на свою жизнь, но и на жизни других людей. Они становятся как радиация мыслей. Иногда с таким человеком сидишь, и если он громко о чем-то думает, то вы можете прям буквально услышать, о чем он думает в своей голове. Поэтому прислушивайтесь к своим фиолетовым девушкам. К чему я? К тому, что если такой фиолетовый человек, без какого-нибудь желтого, пойдет на какое-нибудь ораторское выступление и будет пытаться проявить свой талант там, он потеряет себя. Он будет пробовать, он будет делать, у него это будет плохо получаться, еще это будет сопровождаться выгоранием. Как будто весь мир тебе говорит: стоять, стоп, это не твое. Зачем ты борешься с миром, если мы в тебя заложили дар, например, какого-нибудь проводника, и тебе с людьми надо тет-а-тет работать, распаковывать их, помогать им в реализации, а ты Рилсы записываешь да, ты каждый день. записываешь рилсы, и, конечно, это все сильно истощает. И как бы человек и реализует свой потенциал, и у него другая сфера забирает очень много энергии. И вот как раз важно понимать, для того, чтобы не бояться условно, чтобы раскрывать свою настоящую силу, раскрывать свою энергию, нужно знать четко каждый из потенциалов, который у вас присутствует. Зеленый потенциал воплощения доброты, гармонии, они яркая их черта, что они не могут пройти мимо собачки или кошечки, которая сидит на улице. То есть они испытывают очень сильное влечение ко всему, чему нужно помочь, ко всем обездоленным, можно сказать. То есть у них очень сильное, из-за того, что у них большое количество зеркальных нейронов в лобной части доли, они очень эмпатичные. Они выделяются, у них красивые, яркие, большие глаза, круглые. У них очень чувствительное восприятие мира. Они сами очень эмоциональные, но часто эмоции не показывают наружу, они внутри их проживают очень глубоко. Поэтому их можно заметить с застывшим лицом и никогда не понять, что этот человек чувствует, а внутри у него может бушевать какой-то ураган. И сначала это проявляется в эмпатии, в таком базовом развитии: эмпатичность, чувственность, понимание, как взаимодействовать с красотой. Они всегда наводят атмосферу качественную. У них высокая эмоциональность. Это вот самый базовый уровень развития. И суперсила зеленого потенциала, когда он начинает развивать ее дальше, он может научиться видеть ауры, он может научиться видеть энергетику. У них в глазах больше нейронов, рецепторов, которые отвечают за восприятие цвета. Поэтому они часто, если вы видите просто черный цвет, они видят 50 оттенков черного. От зеленого человека вы ничего не утаите. Он увидит каждую деталь и каждое несовершенство. И вот ясновидение — это способность видеть ауры, способность видеть глубже этот мир. Это в основном видение энергетических полей, вот сущностей, духов, привидений, призраков. У меня даже была история одного клиента, и у нее дочка постоянно брала и носила молоко в угол комнаты, пустой угол комнаты. И когда мама спросила: куда ты вообще носишь это молоко, она ее отвела в этот угол, в углу никого не было, поставила молоко и сказала: мам, тут висит человек, и он просит мне постоянно молока ему приносить. Скорее всего, она общалась с каким-то домовым, потому что домовые, они именно любят питаться энергетикой предметов, и в основном это молоко, либо какие-то сладости. Они не едят физически, но они питаются энергетикой этих предметов. Вот. И они могут взаимодействовать с этими существами, могут их видеть, могут чувствовать. На начальном уровне это могут просто быть чувствование энергетики пространством. Такой зеленый человек приходит и сканирует пространство на состояние дискомфорта, любви, теплоты, и он это все интуитивно считывает. А более высокий уровень — это видеть энергетику, видеть энергию, видеть сущности, видеть тонкий мир. И эта способность к ясновидению, это у людей с зеленым потенциалом очень ярко проявляется. Например, коричневые, у них тоже есть интересная способность. А у коричневых на начальном уровне это люди, во-первых, очень консервативные,
всегда действуют по шаблону, они очень чистоплотные, они очень критичные. В основном это математический склад ума, это максимально люди науки проверенных знаний. Но если они выходят из шаблонов, это может родиться какой-нибудь новый Вадим Зеланд, который откроет, систематизирует и переведет какую-то квантовую механику в эзотерические знания и направления или физические знания. Он же сам по себе физик, то есть люди науки — это вот коричневые. И когда они выходят из шаблонов системы, они могут стать целителями, например, первооткрывателями. Они могут взаимодействовать с энергией материей, и, например, им просто через свои руки исцелять людей. Но у них очень часто это происходит тем, что они забирают болезнь человека себе и трансформируют ее и очищают. Но тем самым они могут ее забрать на себя. Поэтому тут тоже нужен определенный уровень осознанности, и у них есть дар целительства, энергетический дар целительства. Таких людей очень мало и очень редко встречаются, но если вы такого человека встретите, он вам может вылечить ваше тело полностью. Почему редко встречаются? Потому что их система очень сильно загоняет в очень сильные рамки, в научные доказательные базы. Это неплохо, но это их ограничивает в определенном смысле. Поэтому важно, конечно, этот потенциал раскрывать, потому что если у вас коричневый, вы работаете в какой-то сфере, где нужен точный подход, анализ, система, и вы чувствуете неудовлетворенность, то, скорее всего, вы застряли в шаблонах. А ваша душа хочет экспериментировать, ваша душа хочет выходить за грани, за рамки и делать что-то по-настоящему выдающееся. Мы еще подробнее сейчас об этом поговорим, но тот факт, что когда мы идем в свою сферу, мы боимся, но эта энергия, она является топливом. Но когда мы пытаемся идти в абсолютно другое направление, этот страх является сильнейшим сопротивлением. Смотри, ну а не является ли это, знаешь, таким обрезанием крыльев, грубо говоря, что, например, если у человека в первом ряду нет желтого потенциала, да, мы сейчас подробнее сейчас все про это расскажем, если нет желтого в первом ряду, неужели он никогда не сможет снимать те же самые рилсы или записывать подкасты? Ну вот это хороший вопрос. Важно понимать, что тут нет ограничений. Я против этого. Вот тоже то, что ты сказала, не люблю, когда я вгоняю, либо кто-то вгоняет человека в рамки. То есть я по природе очень свободный человек в аспекте проявлений. Но важно понимать, что вы можете это делать. То есть это не запрещено. Вы можете даже с потенциалом, если у вас желтый потенциал проявлен на 10%, у вас очень слабое горло, вы плохо выговариваете, вы можете пойти попробовать. Вы можете пойти и сделать это действие, даже месяц, год можете попроявляться спокойно и ощутить, насколько это дает профита, насколько это дает энергию. По моему опыту 3 дня хватает. 3 дня человеку без желтого потенциала говоришь: выступи, запиши. Он приходит через 3 дня, у него не просто ему сложно, у него голос садится. Но смотри, которых потенциал желтый, например, во втором ряду. Это же наоборот является наше наполнение, Да. и это как бы надо делать. А вот это уже другой вопрос. То есть это ты говорил про те, которые прям вообще, у кого вообще в конце, в третьем ряду. Да, то есть важно понимать, что каждый потенциал, каждая ваша сила, она расположена в таблице по нашей системе. Есть первый ряд, самый сильный, есть второй ряд, это потенциал наполнения. А я говорю про третий ряд. Это условно 10% мощи этого таланта. Самые слабые стороны, Самые грубо слабые говоря. стороны. Если мы берем проявление второго ряда, то его важно проявлять, но, например, на 60%. Рассматривать это как с точки зрения профессиональной реализации не получится, потому что в конкуренции с людьми, у которых этот потенциал является сильным, а у вас в наполнении, вы проиграете всегда. То есть вас просто конкуренты задушат. Но вы это можете делать в виде хобби. То есть у меня есть много примеров, когда человек реализуется, например, как коуч, а записывает свои песни. Очень кайфует от жизни. Условно, это как вторичная ваша цель в жизни. То есть то, что вам приносит огромный результат, огромный доход, чувство, что вы на своем месте. А есть то, что наполняет вашу душу, когда вы отдыхаете. Например, человек может быть фиолетовый, работать в сфере Таро, а у него какой-нибудь красный женский во втором ряду, и ему необходимо ходить на вечеринки и тусоваться. И тут у людей может вообще резонанс возникнуть, как это так, человек занимается духовной сферой, и потом идет на тусовки. Вот так, если у человека есть, например, красный женский, ему надо выплескивать эмоциональную энергию в виде наполнения. А если он этого делать не будет, у него не будет работать фиолетовый. Поэтому все очень взаимосвязано. Так, а наша теневая сторона, она тоже относится к какому-то нашему потенциалу? Чтобы было проще понять теневую сторону, представьте, что это те потенциалы, те способности, которые есть в вас, они скрыты, как я уже говорил, под тревогами и страхами, но вы в какой-то момент времени от них отказались. То есть это огромная сила вашего таланта, от которой вы добровольно, либо под влиянием
родителей, либо еще кого-то отказались. Это можно представить, вот у нас есть зеленый. Он предрасположен к красоте, творчеству, а в лобной части доли мозга у них больше нейронных связей, которые отвечают за эмпатию и творческий склад ума. И получается так, что если ребенок рос в семье, где, например, семья врачей, коричневые, биологи, врачи, такие скрупулезные, правильные люди. И они его наставляли, что смотри, на творчестве много не заработаешь, на своей красоте, да нафиг тебе это надо. Что ты там красишься, мама косметику воруешь. Давай лучше займись делом чем-то полезным, учись, по математике пятерки получай. Всячески ребенку обесценивали его способности к творчеству. И ребенок вырастает, у него стоит выбор, мне пойти учиться врачом, либо пойти в дизайнерскую школу. И под гнетом влияния родителей, которые хотят, условно, закрыть через ребенка свой нереализованный какой-то потенциал, отдают его во врачебную деятельность. И ребенок в этот момент, уже не ребенок, уже довольно, скорее, там 18 лет, уже взрослая личность, добровольно говорит, я не хочу использовать свой зеленый потенциал, он мне не нужен. В этот момент ваша психика испытывает стресс, равносильный потере близкого человека. Но почему вы его не испытываете? Когда вы отказываетесь от своей природной судьбы, ваша психика испытывает стресс, равносильный вот тому, когда у вас умер близкий человек. Но почему вы его не чувствуете? Потому что этот весь стресс ваше подсознание берет и замуровывает большой кирпичной стеной в вашей голове. И этот стресс он не может пробиться в сознание, иначе если бы он пробился, он бы свел вас с ума. Это защитная реакция, защитный механизм. И условно, чем дальше вы будете идти в отказ своего потенциала, допустим, у вас снова появилась возможность, вы увидели рекламу либо предложение, а мир всегда подсвечивает то, что вам нужно. Дизайнерская школа. И у человека возникает мимолетное ощущение, блин, а раньше я-то так любила это, а сейчас рисую, все равно увлекаюсь этим, а вдруг попробовать профессионально. Вспоминаются голоса родителей. Это опасно, это страшно, за это платить не будут, это не подойдет, давай будь уважаемым человеком, врачом. Вы снова отказались. Снова этап подошел, вы отказались. И чем больше вы отказываетесь, тем больше это кирпичная стена. И весь этот нереализованный потенциал, его энергия, она же не уходит бесследно. Она выстесняется в бессознательную часть, в вашу теневую сторону. И постепенно вы растете, и чем больше вы отказываетесь, тем больше и сильнее эта теневая сторона становится. Что такое кирпичная стена в вашем мозгу, в вашем подсознании, которая отделяет все эти желания, весь этот ресурс? На ее поддержание человек тратит огромное количество энергии, психической энергии. Психическая энергия — это когда у вас внутри все горит, у вас разрывает от желания что-то делать, и у вас жизнь кипит. Даже если у вас все плохо, у вас все равно внутренний драйвер работает, и она удерживает эту стену. То есть если мы берем, например, что энергия нереализованного потенциала не вырывается наружу, не дает себя показать, так еще и психика удерживает эту стену. И условно, если у вас есть накопленное отрицание своего таланта, например, зеленого, вы долгое время с детства хотели стать художником, либо дизайнером, но вы отказались от этого. В какой-то момент времени произошло, просто никто не учил вас таланты свои видеть. Это классическая ситуация. И ваши нереализованные желания, они уходят в такое, я его называю кладбище нереализованных талантов, бессознательное, и накапливаются. И тем самым там растет полноценная личность. Сильная, очень большая, богатая ресурсом личность. Представьте, что вы работаете на 20-30% от своего максимума, от своего таланта. И когда мы говорим о разблокировке этой теневой стороны, мы не говорим о том, что вы станете художником или вы станете этим человеком. Мы не про это. Мы говорим про то, что вы освобождаете огромный ресурс. Когда вы признаете в себе определенный талант дизайнера, вы буквально вырываете пробку из шампанского, которая сдерживала эту энергию. Это можно представить, что человек всю жизнь берет и сдавливает какой-нибудь мячик воздушный под бассейном. Все знают, что будет, если он отпустит этот мячик. Он улетит в космос, очень высоко. Либо очень с большой энергией, инерцией подпрыгнет. То же самое, когда мы рушим эту стену, а что такое разрушить стену? Это обратить свое внимание и сказать, да, у меня есть эти способности. В этот момент начнется трансформация и магия. Что происходит? Человек вольно, невольно, он начинает приходить к своему ресурсному состоянию. К нему приходят возможности реализовать, например, дар дизайнера. Он уже не отказывается от этого. К нему приходят деньги для реализации этих возможностей. Он тоже от них не отказывается. Ему приходят знания. Он начинает туда идти. Он начинает туда двигаться, и ресурс накапливается. То есть человек не делал выбора вставать в свою реализацию. Эта энергия сама его туда потащила. И если человек полноценно принял в себе свою теневую часть, разблокировал ее,
она его сама приводит к той точке, куда он должен прийти. То есть эта энергия, она его ведет как, условно, по инерции. Поэтому важно свою теневую сторону осознавать, разблокировать, то есть перестать сопротивляться. И вот как раз мы можем разобрать то, как это делается. А как проявляется теневая сторона? Как мы можем понять, что вот именно это мой ресурс, он у меня есть, он у меня очень подавлен или не очень подавлен? То есть как это определить просто обычному человеку? Вообще, чтобы понять, как это работает, важно понять ваши триггеры. Объясню на простом примере. Допустим, вы человек очень пунктуальный, вы человек очень обязательный, вы человек очень волевой. Допустим, у вас есть эти черты. Вы могли увидеть эти черты в начальнике, где-то еще у друзей, знакомых, либо в себе. И в момент, когда вы наблюдаете за тем, как человек отдыхает, либо опаздывает, либо относится к жизни более беззаботно, у вас возникает невольная, неконтролируемая агрессия. И вы эту агрессию не можете сдержать, она как будто внутри вас распирает. Вы хотите сказать: слушай, а может хватит лежать? Займешься делом, как ваша мама или бабушки могли говорить. Может, начнешь заниматься делами? Что ты тут прохлаждаешься? И когда речь идет о сильной эмоциональной реакции, речь всегда о подавленной части, всегда о огромном ресурсе. Значит, человек себе не разрешает отдыхать, не разрешает относиться к жизни спокойно, не разрешает себе даже опоздать в какой-то момент, потому что он настолько держит себя в контроле. Потому что ему, например, в детстве сказали, что вот будешь опаздывать, будешь лохом. Будешь расслабляться, удачи не будет. Но на самом деле, как реализация, всегда человеку нужно отдыхать. Какие последствия? Человек очень эффективен, но не умеет отдыхать. Постоянно думает о работе. Накопленный стресс, накопленный кортизол сказывается на здоровье, ухудшение кожи, проблемы со здоровьем, с гормональной системой. Постепенно человек начинает себя разрушать. Просто, но это на самом деле даже не человек, а энергия этого потенциала, который, например, какой-нибудь красный женский любит просто, ну, побездельничать, либо покричать, покривляться, а он себе не разрешает это делать. И это неразрешение, оно всегда вызывается внутренним импульсом. Очень можно, кстати, проследить по комментариям. Вот есть, недавно смотрел комментарий девушка записывает: вот мой парень дарит мне цветы, мой парень меня любит, мой парень дает мне много денег, дает мне дорогие подарки. Я не собираюсь жить с людьми, потому что я достойна большего. Заходишь, и там мужчин разрывает, выносит мозг. Просто: да как так? Да ты вообще меркантильная, да ты вообще о чем ты думаешь? Да. Начинают прикалываться, усмехаться. Это одна категория людей. То есть эти люди, у них есть способность проявляться также в отношениях, иначе бы эта ситуация их не триггерила. У них есть способность так проявлять себя, есть способность давать такое девушке из желания внутренний потенциал это реализовывать. Там какой-нибудь оранжевый либо красный мужской, который романтик внутри. Но из-за того, что под гнетом какого-нибудь мужского сообщества либо мужского движения, он такой: ну, блин, надо к девушкам относиться вот так вот. Не надо позволять ему так себя проявлять. Это плохо, это меркантильно. Это отдельная, конечно, история про эти маятники. Ну, в общем. И человек начинает выплескивать свою теневую сторону в комментариях, строча комментарии. И когда человек имеет мысль: а давай я напишу что-то, это всегда касается его личной части. То есть какой-то ресурс он себе блокирует. Например, он насмотрелся каких-то гуру и говорит, что я себя вести буду вот как мужлан, тестостероновый здоровый мужик. Если он будет видеть человека, у которого нет, например, этих способностей, у него какой-нибудь зеленый, и он какой-нибудь такой более нравственный, нежный, более спокойный, творческий, у него будет разрывать. А что у тебя прическа такая? А почему ты такой? То есть внутренняя энергия стремится наружу. А по сути этот человек себе не разрешает быть мягче, проявлять уязвимость, боится раскрыться. И под этой маской всегда прячется маленький человек, который просто хочет любви. Это вот как в фильме «Барби» Кен, который показывал всю свою силу, всю свою мощь, а на самом деле он просто любил ее. Он просто хотел с ней быть. И этот ресурс, чтобы его сдерживать и не показывать эту теневую часть, требует огромных усилий. И условно вы 70% своей энергии даете на то, чтобы не дать себе таким быть. Хотя вы высвободите ресурс, если просто скажете: я разрешаю себе, я не обязательно таким стану. Я разрешаю себе быть таким. У вас мгновенно пропадают любые претензии к людям, но возвращается внутренняя сила, возвращается внутренняя мотивация действовать. И поэтому очень часто теневая сторона лежит в агрессивном поведении, либо в эмоциональной реакции. И самое интересное, то, что эта эмоциональная реакция, она может быть как положительная, так и отрицательная, неважно. Сильная эмоциональная реакция. В этих же комментариях есть и защитники этой девушки, что нет, надо быть так правильно, так делать нужно. Это то же самое, та же заблокированная часть, та же сильная эмоциональная реакция защитить,
И такой же ресурс, который заблокирован у человека. То есть либо то, что вас бесит, грубо говоря, либо то, что вы яростно защищаете. Да, то, что вы яростно защищаете, это то же самое. То есть вы себе не позволяете те части, например, шли под гнетом женского сообщества и всегда говорили, что вот от мужчин нужно вот это, вот это, вот это. Обратная сторона. Вы не можете позволить себе впустить, что, например, мужчина может просто проявлять любовь по-другому, которая, может, даже вам подходит, но из-за того, что вы выучились по-другому, вы не можете ее принять, почувствовать. Это обратная сторона, то есть есть либо сильное негодование, либо сильная эмоциональная защита. Это всегда говорит, что человек столкнулся с личной историей. Но это так, поверхностно. Есть более глубокие уровни, например, когда человек, у него есть склонность к садизму, есть склонность к манипуляциям. Но что это такое? Садизм — это желание контролировать и докапываться. Вот есть эмоциональный садизм, когда ребенок такой: почему тут так, почему так, а вот почему ты обиделся, почему ты это сделал, почему вот, слушай, а с тобой точно все хорошо, и он буквально начинает эмоционально давить на человека. А по сути за этой стороной, за этими садистическими склонностями скрывается просто желание заботиться. Есть более тяжелые формы, например, когда ребенок под давлением взрослых, под давлением родителей, его постоянно обесценивают, либо не дают проявляться. Какой-нибудь красный мужской с огромной жизненной энергией и желанием свободы, его просто садят под домашний арест. Он может взять дом поджечь и сжечь дом. Просто взять, разлить бензин и поджечь дом, чтобы просто дома не сидеть. Либо убежать из дома, и никто его никогда не найдет, если он сам не захочет. Пойти там в путешествие отдельное, куда-нибудь просто там на маршрутке. Ну, естественно, в зависимости от возраста и возможностей. Но если его прям сильно блокировать, сильно подавлять, не давать ему любовь, у него накапливается очень сильная теневая часть. Он считает себя ненормальным, свой потенциал и желание, например, проявляться как какой-нибудь мачо подавляется. Ты должен учиться на пятерке, а не думать о девчонках. Как следствие, этот ресурс, он тоже накапливается, 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 пока ребенок не начнет его выражать. Хорошо, что ребенок, если, например, более взрослый человек начнет его выражать в творчество. То есть он возьмет и вместо того, чтобы убить какое-то животное, он нарисует картину, выплеснет туда все эмоции. А бывает, что человек, он просто скатывается в очень сильные, и так рождаются и маньяки, и убийцы. Нереализованный потенциал начинает блокироваться. Так, получается, все таки вот эта наша теневая сторона, она связана с нашим первым потенциалом в нашей таблице или с каким? И давай вообще пройдемся по потенциалам и расскажем, у какого потенциала как проявляется теневая сторона. Да, хороший вопрос. Потенциал у вас, если рассматривать таблицу, это как огромная команда, которая должна работать в едином деле. Они друг друга дополняют, выполняют свои роли. Например, у тебя там есть желтый, есть фиолетовый, ты проявляешь не только как наставник гуру, но также как вещатель и певец, который записывает трансформационные песни. Допустим, ну такое сочетание. У Сложно, меня но есть такая мысль, между прочим. вот, есть такое сочетание, есть такое проявление. И если мы рассматриваем теневую сторону, то это один накопленный большой потенциал, нереализованный в вашей таблице. Простым языком. У вас есть два нереализованных потенциала, которые вы в себе отрицаете. У вас есть зеленый, и вы не реализовываете себя в творчестве. И есть фиолетовый, который вы не реализуете как наставник и учитель, как какой-нибудь проводник. То есть это что-то из первого и второго ряда, правильно? Вот если мы берем просто первый ряд. Только первый ряд. Да, первый ряд. Теневая сторона — это не личность, это ресурс. То есть это багаж вашей нереализованной энергии, силы. Удовольствие от жизни, удовольствие от работы, от удивления. И это очень важно. Если первый потенциал, он отвечает за удивление, то есть за нашу самооценку, за то, как мы в себе уверены. Если идет перекос, это может быть нарцисс, который вообще видит себя абсолютно идеальным. Если идет недокос, условно, в минусовое состояние, человек будет очень неуверенный. Допустим, у вас есть первый фиолетовый. Большинство из вас он есть либо в первой позиции, либо под ним. Но в любом случае восприятие, потому что вы бы вряд ли бы открыли этот подкаст. Какой-то из потенциалов сферы духа, в частности фиолетовый, у вас есть. Скорее всего, ваша картина мира и то, на что вы опираетесь, являются эзотерические знания. Не наука, не медицина, а эзотерика. Трансерфинг реальности, система потенциалов человека, любые другие философские учения, либо знания, сильные знания, на которые вы опираетесь. Что делает первый потенциал? Он вам говорит: я хочу изучать это, я хочу изучать это, я хочу изучать это. То есть вы либо изучаете материю, но если вы фиолетовый, вы изучаете эзотерику. Погружаетесь в нее, объясняете
феномены и законы мира через эзотерику. Это Видите повторяющиеся цифры на часах. Да, цифры, знаки. То есть вы начинаете интерпретировать мир магическим мышлением. И это не оскорбление ни в коем случае, это дар и большая способность видеть так мир. Невероятно сильная способность. Но что происходит? Первый потенциал. Человек жил в обществе, где принимается научный подход. Проверить, доказать. Над ним смеялись. Ха, маг, ха, волшебник, что-то за магическое мышление. Давай лучше вот наука проверена, все можно доказать, исследовать. Что делает человек? Он начинает считать свой первый потенциал плохим. Он думает, слушай, я изучаю, а меня обесценивают. Я расту, хочу проявляться, а меня не любят. Человек начинает этот потенциал, его способность влиять, подавлять. Он говорит, это плохо, я ее за стену закину, это проявление, и замурую ее, чтобы не видеть и не триггериться. И либо такой человек становится ненавистником эзотерики, которому триггерят все маги, все колдуны, либо он начинает осуждать других экспертов, либо магов каких-нибудь. Битвы экстрасенсов какие-то, херня какая-то. То есть начинает идти через осуждение. Не то, что, есть и есть, а у него возникает эмоциональная реакция. Это говорит о том, что у человека есть эта способность, но он ее не проявляет. И первый потенциал, как вы уже поняли, если он изучает информацию через первый потенциал, то есть он говорит о том, что вам больше всего нравится изучать, исследовать. И каким способом вы это делаете. Не научным, но эзотерическим. Если у вас есть подавленный фиолетовый потенциал, у вас очень много теневой части скрыто, вы боитесь показать свою эзотерическую сторону, вы боитесь выйти в социальные сети, вы можете заклеивать веб-камеру у себя на компьютере. Все для того, чтобы не показать и спрятать эту силу. И, естественно, на эти страхи, на эти фобии вырабатывается огромное количество психической энергии, ресурса, который не дает человеку раскрываться. Так как мы не можем этот потенциал полностью скрыть, эта теневая часть, она может выражаться в том, что человек становится манипулятором. Он начинает неосознанно манипулировать близкими, устраивать истерики, подавлять других людей, держать все под контролем. Он становится таким, условно, злым Шерлоком Холмсом. Девушка начинает там исследовать всю подноготную парня, все, с кем он общается и так далее. Почему? Потому что нету принятия фиолетового потенциала, нету принятия своей силы, и она накапливается и начинает вырываться бесконтрольно, без ведома. И это и есть теневая часть. Например, фиолетовый, он вот выражается конкретно в манипулятивной черте. Человек становится очень хладнокровным. А еще более, если дальше зайти, он ненавидит всех людей вокруг. Он изолируется от людей и прячется от людей. И где-то там сидит, где-то на форумах изучает что-то, максимально отрешенный от всех, просто потому что свою энергию не проявляет. А если бы он исследовал свой фиолетовый потенциал и разблокировал свою теневую часть этого потенциала, ресурс бы освободился, страхи бы ушли, либо начали бы подпитывать его, действовать, и человек бы, возможно, открыл в себе какой-нибудь талант проводника либо шамана, и вместо того, чтобы агрессировать на форумах, начал бы обучать людей. И важно понимать, что теневая сторона — это, да, подавленные качества, но это в первую очередь ресурс, который сдерживает эти подавленные качества. То есть, условно, есть подавленная ваша часть, там, манипулятивность, либо, часть влиятеля. Вот вы влияете на людей, но не признаете это. Она выражается в манипулятивность, потому что она накапливается, начинает условно вырываться из человека. А может быть такое, что вроде человек себя проявляет, те же самые фиолетовые, вроде бы он уже проводник, что-то делает, реализуется в этой сфере, но при этом сохраняет в себе вот эти негативные черты? Да, у каждого человека с разной степенью есть принятие своей теневой стороны. Человек идеально реализует свой фиолетовый, он какой-нибудь проводник, не знаю, там, дипломат, сыщик. Он принимает эзотерику, он принимает свою часть изучения философии, он, возможно, даже философ. Он понимает, что его слова влияют на людей, он знает, как это делать. Он понимает, как внедрять в людей определенные знания для благостного влияния. Важно понимать, что есть манипуляция в негатив, а есть манипуляция в позитив. Есть, когда вы видите пути реальности человека и как истинный наставник можете ему дать правильные корректировки, а есть, когда вы просто манипулируете, чтобы забрать у него деньги. Разные, естественно, стороны. Так вот, если, например, человек реализуется полноценно, у него может там 10% теневая сторона не принята. И если он начинает погружаться в изучение, он понимает, а я всю жизнь триггерился на то, что у меня девушка либо парень хладнокровные. Вот не выражают эмоций. Мне это бесило. Либо он слишком жесткий, он слишком вот такой какой-то
вот строгий. Черта фиолетовых, они такие строгие и довольно проницательные. А я пытаюсь быть мягкой, воздушной, классной, красивой, доброй, угождать другим людям. Это перерастает в угождание другим людям. И человек вроде реализуется полноценно, но вот эти 10%, которые он не знает просто, он не понимает свою сторону, триггерится на это. И это тоже ресурс сдерживает. И человек, когда, например, признает, что, оказывается, я не такой добрый, а я не так люблю людей, и он отпускает это состояние, принимает эту часть у себя, это не значит, что он стал там манипулятором, садистом и убийцей. Нет. Он разблокировал ресурсы и энергию на то, чтобы быть тем, кем он хочет. Он, например, перестает улыбаться, если не хочет этого делать. Либо он начинает выстраивать свои границы более грамотно и четко. И ресурс этот перераспределяется на всю жизнь. Поэтому да, есть человек, который, например, реализует себя хорошо, но какие-то части он просто не понимает. Какие-то разблокированные качества просто еще он не дошел до них. Изучая, например, потенциал, изучая их характеристики, их особенности, и применяя практики по разблокировке своей теневой части, вы постепенно возвращаете себе ресурс. И это может привести и как к резкому росту денег, резкому налаживанию отношений. Разблокировка теневой стороны — это всегда в плюс. Это важно то, что вы не становитесь этим человеком, вы разблокируете ресурс, который сдерживал вот эти страхи, что вы боитесь стать таким человеком. Но на самом деле вы таким человеком не станете, вы уже другой. Вы просто заберете тот ресурс, который психика сдерживала много лет. И это делается через раскрытие потенциала. Вот. И да, самая основная наша теневая часть, она лежит в первом ряде потенциалов. В 3 самых сильных. У тебя это желтый, фиолетовый, третий какой? Оранжевый. Оранжевый, да. У других людей другая комбинация. У меня фиолетовый, красный мужской, желтый. Но вот у меня было долгое время непринятие теневой стороны, это фиолетовый. Говорю, у меня, я уже рассказывал в прошлом подкасте, но коротко просто резюмирую, что у меня отец был непринятый фиолетовый, у меня раздражало в нем. А что такое раздражение? Это непринятие качеств в себе, личная история, как вы помните. Меня раздражало все его качества. Он у меня был чувствительный к запахам, очень сильно придирался ко всему подряд. Он очень сильный манипулятор, он очень сильно хладнокровный человек в аспекте там, влияния, либо как вывести из себя других людей, он запросто мог это сделать. Просто в негативную сторону. И я в себе говорил, я никогда не стану отцом. Я никогда не стану таким человеком. Как следствие, я говорил своему таланту, слушай, я тебя не люблю, я тебя не принимаю, я не хочу быть таким. Как следствие, с 13 лет заложенность носа про потерю обоняния, чувствительная зона фиолетовых. Это я был чрезмерно, можно сказать, добряком, пытался подстраиваться либо под какие-то события, под людей, боялся обидеть, не мог принять в себе способность, то, что я могу видеть и чувствовать намного глубже, чем другие люди, и помогать этим людям. Но когда я разблокировал себе этот ресурс, оказалось, что сила, которая там таилась, она была огромная. И вот как раз, когда я разблокировал этот ресурс, появился талант, само воплощение фиолетового потенциала и способности влиять на людей. То есть родился сам образ, создался само движение. И это, конечно, разблокировало огромный ресурс, огромную силу и сделало меня совершенно другим человеком. Абсолютно другим. Это произошло просто от того, что я принял и понял в себе фиолетовый потенциал. Потом можно еще добавить практиками, определенными медитациями эту теневую сторону, либо, например, перед сном можно с ней знакомиться, общаться, она к вам будет во сне приходить. Ко мне в Таллин во сне приходил, я с ним общался. Я с ним дружил. Прям в маске. Да, когда я его только видел, в первый раз я его заметил, он был в маске, да, только такие очертания не такие четкие, как сейчас, а более другие. Он был в инвалидном кресле, как будто я его просто туда загнал, избил и просто искалечил. Он туда спрятался, и этот ресурс огромный просто копился. И я постоянно с ним здоровался, принимал, окутывал его, условно говорил, что ты мне нужен, ты мне интересен, как бы ты можешь стать отцом, если захочешь. И он постепенно, например, каждый день я чувствовал разблокировку этой силы. Это выражалось просто больше уверенности в себе, больших результатов в проектах, больше просто внутреннего спокойствия. Я не стал отцом, я не стал манипулятором, я стал даже добрее, но я стал ценить в себе этот талант, который дал мне огромный ресурс. И финансовый, и в аспекте реализации своей, и ощущение того, что я на своем месте. А это один потенциал. Это, условно, один ресурс. А у вас их
основных 6, не беря еще И третий ряд. у каждого может быть, грубо говоря, теневая сторона Да. подавленная. Условно представь, что каждая позиция в таблице — это бак с энергиями. Вот у вас там, например, бак, который вы там на 30%, другой там на 10%, другой на 90%. В разной степени вы этот бак копите. У кого-то там переизбыток этой энергии, он ее не реализовывает. То есть каждая позиция в таблице — это ваш энергоресурс. Проще будет понять батарейка. Не каждая отдельная теневая сторона, а ресурс, который вы блокируете в каждом отдельном таланте. И когда вы с ними знакомитесь, когда вы с ними раскрываете, например, я в себе разблокировал и принял свою эзотерическую натуру, свой определенный дар проводника. Это дало мне удивление в жизни. Я начал ловить больше инсайта, больше погружаться, больше экспертности, больше уверенности в себе. Но есть второй потенциал. Вторая позиция в таблице — это больше про мотивацию, огонь к действиям, проявление. Это красный мужской потенциал. И вот красный мужской у меня разблокировался тоже с помощью воздержания. У меня пошло творчество, творческая энергия, новые идеи, более масштабные идеи. То есть, например, я был, можно сказать, крайне озабоченным человеком в аспекте секса. Много связей, много девчонок, много знакомств. И это очень много забирало ресурса, много забирало энергии. И когда я условно раскрыл этот красный мужской потенциал, сконсолидировал этот ресурс, во-первых, я стал очень верным в отношениях. Невероятно верным. Я себя таким не помню никогда. Я начал чувствовать любовь, чувствовать энергию, сексуальную энергию. И самое главное, у меня прошла сексуальная зависимость. Я начал это просто переводить эту энергию в творчество. То же самое, когда я изучил красный мужской потенциал, понял его функционал, принял в себе подавленные черты, а это в первую часть лидерские позиции. То есть красные мужские — это лидеры от природы. Но из-за того, что я в себе условно, у меня было плохое воспитание лидерских качеств, я перешел в изоляцию. То есть я условно был таким отшельником. Не хочу брать ответственность, и я свободолюбивый, я прихожу, когда хочу, я вообще делаю то, что я захочу. То есть, естественно, это приводило к такой немного инфантильности и вообще нежеланию. То есть это приводило к тому, что много зависимостей, экстремальные виды спорта, максимальный риск для жизни. И он меня, наверное, докатил бы до точки, если бы в один момент я просто не принял в себе его. В тот момент такая энергия освободилась. Не то, что освободилась, а вернулась. У меня ушли все вредные привычки. У меня начал проявляться, как раз и в Таллине, у меня начал проявляться элемент, если вы раньше посмотрите, когда он только появился, там не было элемента кино. Сейчас мои там рилсы, мои видео — это целый кинофильм, продуманный сюжет. Это тоже творческая энергия, заблокированная энергия, которая вылилась таким образом. У меня на совершенно другой уровень перешла жизнь. И как раз красный мужской, его теневая часть — это то, что он слишком зациклен на девушках, слишком зациклен на сексе, и он постепенно сбрасывает с себя ответственность. Он такой инфантильный мальчик, можно сказать. За всеми все бегает, свободолюбивый, и в момент, когда ему говоришь: слушай, а почему ты не возьмешь ответственность, у него возникает агрессия, потому что он пытается защитить свою подавленную часть. И всю жизнь ему пытались: будь правильным, будь таким, будь таким. И у него, у красных мужских, если других можно забить, например, сказать: вот будь послушным, приходи вовремя. И он не будет приходить вовремя. А красным мужским не получится. Им говоришь: будь послушным, приходи так. А он говорит: ты кто такой? Ты мне не начальник, иди нахер отсюда. И условно начинает проявляться наоборот. Для них запрет — это как красный какой-нибудь флаг для быка. Они идут противодействия, в отличие от других потенциалов, кстати. Поэтому их не запереть, не замкнуть. Они всегда находятся в такой суперпозиции, что если ты мне что-то сделаешь, я от тебя уйду, убегу. Лишь бы не находиться в запретах и ограничениях. Но это проявляется в негативную сторону, естественно, вот такой немного инфантильности. Такой человек, он не держит слова, он всегда может какие-то сроки прогуливать, либо не брать ответственность за команду, не брать свои лидерские черты. Хотя, по сути, когда он возвращает себе этот ресурс, он становится лидером, и это дает ему еще больше свободы, еще больше внимания женскому полу и так далее. Это вот красный мужской. Да. Красный мужской наполняется через, если второй ряд, это сексуальная энергия. То есть это либо выброс сексуальной энергии, либо ее накопление. Например, если мы рассматриваем второй ряд потенциалов, то это наполнение может быть занятие тантрой, либо монтаж видео, либо, например, снятие своего фильма короткометражного в виде хобби. Отлично будет подходить. Но вечеринки нет. Вечеринки, если он устраивает. То есть ему надо устраивать вечеринку красному мужскому, чтобы
В чем прикол? Красные мужские, в отличие от красных женских, они не актеры. Им сложно находиться в центре внимания. Но они кайфуют, когда они создают эмоциональное творчество. То есть, условно, как закулисный режиссер, который диктует свои правила и свою игру. Если смотрели «Игра в кальмара», вот, который все это устраивал, это красный мужской. Это же не бизнес, построенный на кроссовках, либо продаже техники. Это бизнес, построенный на эмоциях, эмоциональное творчество. И красным мужским очень важно понять, что им не нужно стремиться в популярность самолично. Они должны выражать свой внутренний мир в творчество. Вот, например, у меня красный мужской потенциал. И я свой внутренний мир, свое видение мира выражаю через образы, через создание персонажей. Это условно мой мини-фильм. Моя там глобальная цель — это создать целый фильм. Полнометражный. Я хочу, чтобы он прям был на уровне секрета. У меня уже есть определенные наработки. Это условно выражение своего внутреннего мира, видение, как ты видишь мир, в творчество. И вот красные мужские, они либо становятся очень крутыми художниками, либо режиссерами, либо творцами искусства, но не самолично, а в аспекте продаж этого искусства. То есть они на этом зарабатывают и реализуются. И вот красным важно находить свое эмоциональное... То есть это либо выражение сексуальной энергии. Но есть одна такая особенность. Для многих красных мужских это будет, скорее всего, большим-большим открытием. Сейчас есть культ воздержания. Сексуальное воздержание. Воздержание — это накопление сексуальной энергии. Если воздержанием будет заниматься человек, который не имеет красного мужского потенциала, либо он очень далеко находится, он потеряет весь смысл существования. Он будет очень потерян в жизни. А если у человека, то есть у него будет сливаться много энергии на это. А если у него есть красный мужской, у них есть склонность, условно, высокого либидо, озабоченность, постоянные мысли о сексе, желание заниматься сексом. И эта энергия, это желание, этот импульс, если красный мужской не научился с ним работать, он управляет им. То есть он начинает винить, например, в отношениях, все думает, что все беды из-за секса. Он всегда себя винит, то, что он не может удержаться, он всех там хочет, но, например, ему кто-то там не дает, кто-то запрещает. И он постоянно находится в этом напряжении. Это значит, что он не научился работать с сексуальной энергией. И воздержание, она позволяет весь этот огонь и импульс накопить, прождать эту ломку, и буквально можно ее представить, как она идет через тело и вырывается в творчество, в проекты, в бизнес, в какие-то новые начинания. И у них есть способность перерабатывать сексуальную энергию в невероятное создание, проекты. Поэтому им я очень рекомендую всегда для раскрытия красного мужского это сексуальное воздержание от месяца до 3. Дальше уже не особо имеет смысла, но вот от месяца до 3. И самое интересное, красный мужской потенциал — это единственный, который может отключиться в человеке. Он отключается, когда идет гормональный сбой. У человека резко падает тестостерон, поднимаются женские гормоны пролактин. И человек буквально начинает жить обычной жизнью без этого катализатора. Сексуальная энергия не перерабатывается. И потенциал ломается. Просто отключается в человеке, и ты на человека посмотришь, красные мужские — это очень яркие, очень харизматичные, постоянно деятельные, а потом посмотришь, там месяц подряд позанимался сексом, он лежит уже на диване в полной апатичности и нежелании действовать. Потому что сексуальная энергия израсходовалась. И если мы ее накапливать, например, месяц воздержания хватит на полгода выражения сексуальной энергии в творчестве, в делах и так далее. Это очень эффективная практика. Так и получается, что красным мужским нужно постоянно воздерживаться, что ли, чтобы быть эффективными, или как это Им нужно работает? накапливать сексуальную энергию, то есть им нужно ее выражать. К сожалению, да, красный мужской, если он постоянно находится в сексуальной активности половой, он теряет колоссальную часть своей энергии. А если мы берем эзотерическую сторону более глубже, то самые любимые сущности красных мужских — это суккубы. И они либо работают на человека, например, этот человек становится сутенером, либо становится порноактером. И он уже не чувствует упадка энергии, потому что сущности начинают его подпитывать. Либо он, например, может, накапливая эту сексуальную энергию, выражать ее в творчестве. Поэтому да, им нужно воздерживаться, но без фанатизма, естественно. Это месяц перерыва. Если человек не научился работать... Что такое не научился работать с красным мужским потенциалом? Это когда ты буквально внутри тебя распирает от любой девушки. Любая девушка тебя возбуждает. Ты не можешь удержаться. Либо у девушки парни, то же самое. Красномужские девушки, они точно такие же, как и парни. Либидо, которое они не могут контролировать. А что такое контроль?
Это когда я хочу, я возбуждаюсь. Ты мне интересно, я тебе отдам эту энергию, а не на всех подряд ее расходовать. Поэтому, да, красным-мужским периодически нужно постоянно делать эту практику, словно месяц, полгода запаса. Потом можно как бы заниматься. Но исключить порно, а желательно чистый секс, желательно еще с какими-нибудь тантрическими практиками. Порно, к сожалению, это очень сильно их тоже уничтожает. Ну, потому что там слишком много подключек, там много энергетических вампиров. А красные мужские, они обладают огромной жизненной энергией. И еще, если интересно про красных мужских, то, допустим, люди, которые не могут слезть с вредных привычек, либо могут, но периодически к нему возвращаются, это тоже очень часто красные мужские, но я тут говорю про фанатичность. Человек, он буквально посвящает этому жизнь. Ну, зависимость, грубо говоря. Что такое зависимость? Это условно ты берешь свой огромный потенциал энергии, который тебя внутри распирает, затянулся сигареткой и спустилось. Все хорошо стало, все спокойно стало. И условно ты эту энергию отдаешь тем же сигаретам, но мог бы ее направить на творчество и создание каких-то проектов. Но это только у красных мужских. Например, люди с другими потенциалами не будут чувствовать настолько сильного слива этой энергии. Поэтому чем больше силы, тем больше ответственность. То есть чем больше у тебя сексуальной энергии, тем больше у тебя ее будут забирать и требовать и привычки, и сексуальные сущности, в частности, суккубы или инкубы. Поэтому да, красным мужским очень важно вот такую практику проводить. Если красный мужской обуздает свою суперсилу, он может очень сильно заражать других людей своим состоянием. Это идет как и в плюс, так и в минус. В развитом состоянии он может заражать такими позитивными, сильными, возбуждающими эмоциями. В негативном состоянии рядом с таким человеком вы невольно будете чувствовать депрессию. То есть он будет заражать негативом очень сильно. Он может ничего не говорить, он может вообще ничего не делать, он может находиться в другой комнате, но вы будете чувствовать его эмоции дистанционно. Он буквально заражает все пространство этими эмоциями, поэтому в первую очередь красному очень важно научиться работать с красным потенциалом и со своими эмоциями, потому что они влияют на все вокруг. Многие компании, крупные бизнесы разваливались просто из-за того, что красный лидер не научился функционировать своим потенциалом. Вот. Это что касается суперспособностей, то есть сначала проявляются базовые особенности, которые считываются легко. Человек, если раскрывает свои потенциалы, объединяет их в единую систему, находится на своем пути предназначения, то он постепенно, ему не нужно задумываться, как он именно придет к раскрытию своих суперспособностей. Мир сам будет подсказывать нужные знания, нужные направления, нужные пути, если вы будете идти согласно своим врожденным талантам, своим врожденным желаниям, способностям, будете двигаться по своим сильным качествам, то эти таланты, эти суперсилы, они будут у вас раскрываться постепенно, пласт за пластом. С повышением уровня, естественно, осознанности, осведомленности о том, как ваши потенциалы работают и функционируют. Да, какая там сила? Вот ты, кажется, сказал про то, что это может, разблокировав свою теневую часть, мы можем также разблокировать свою силу. Сила — это в первую очередь энергия. То есть что такое сила? Это не просто проявление качеств потенциалов. Есть качества, есть подавленные, непринятые качества потенциалов. И вот эти качества сдерживает сила. Чтобы этим качествам не дать воли, например, фиолетовому не дать признать то, что он может влиять на людей, условно он боится стать манипулятором, либо создать свою секту. У него есть страх этот, поэтому он туда не идет. И есть качества, то есть способности, лидерские качества, допустим. У фиолетового это вот умение быть проводником. И вот эти качества подавляет и сдерживает сила, энергия. Как вы ее можете в себе почувствовать? Вот у вас было такое, когда вы что-то сделали, и вас внутри всего распирает от желания жить. Вы чувствуете себя живым, вы чувствуете, что вы занимаетесь своим делом, и у вас внутри возникает мотивация это делать. Это и есть сила. Это не качество потенциалов, это сила, которая сдерживала эти подавленные качества. И когда вы условно стену рушите, эта сила, куда она идет, психическая энергия, она идет на поддержание вашей мотивации, вашей уверенности, вашего энергетического баланса. То есть вы перестаете просто быть уставшим, быть подавленным, ничего не хотеть в жизни, либо бояться что-то, но опять же не идти туда. И вы чудесным образом начинаете двигаться по своему направлению. А если вы еще понимаете потенциалы, у вас разблокируются ваши стороны, ваши подавленные стороны, и вы, возможно, столкнетесь с тем, что
Откройте в себя какую-то гениальную сторону, гениальную часть. У каждого потенциала есть своя суперсила, можно так ее выразить. То есть это максимальное выражение его потенциала. Вот если фиолетовый, у него работает сильные стороны и талант — это интуиция, это чувствительность к запахам, а суперсила — это яснознание. Что это такое? Это когда человек просто знает, что так будет. Допустим, он знает, что сейчас будет катастрофа. И у них есть определенная, можно сказать, магическая способность считывать поле вариантов различных вероятностей твоей жизни. Он может на тебя смотреть и говорить: смотри, вот тут ты разведешься с мужем, вот тут ты найдешь деньги, вот тут ты, если улыбнешься этому человеку, тебе придут ресурсы и невероятные проекты. И там были реальные кейсы того, что там мы человеку сказали: просто начни улыбаться. Вот ты бегаешь, улыбнись. Он улыбался, бежал. Это девушка была. Человек, девушка. Начала улыбаться, улыбнулась парню. Парень оказался очень крупным продюсером моделей. И они через неделю подписали крупный контракт. И причем в очень модном, крутом журнале. Просто улыбнулась. Как это можно было сопоставить, невозможно. Но фиолетовый, он чувствует поле различных вариантов реальности. Это называется яснознание. И если вы разблокируете все фиолетовые черты, если все поймете их и изучите их, разблокируете этот ресурс, то с большой долей вероятности у вас раскроются суперсилы. То есть это то, что выходит за гранью обыденного понимания человека. Давай расскажем, да, про другие потенциалы, потому что про фиолетовых мы говорили очень много в предыдущем выпуске. Если кто-то не смотрел, еще раз обязательно посмотрите. А давай сейчас про остальные расскажем. Про оранжевый, про красный мужской, какие там суперсилы, Вот у зеленый. оранжевых суперсила, как говорил Бэтмен в какой-то части, суперсила — деньги. Какая у тебя суперсила? Деньги. У них реальная суперсила — это деньги. Они буквально могут влиять на деньги энергетически. Как они это делают? Ставят цель. Если, например, в работающей компании нет оранжевого человека, то не будет энергетического денежного потенциала в этой компании. Человек буквально не сможет привлечь деньги. Оранжевый — это суперсила — привлекать деньги и управлять людьми, то есть это организаторские способности. Но если мы смотрим прям еще глубже, то это умение управлять предметами. То есть это телекинез. Это телекинез, это управление предметами. То есть оранжевый человек может управлять материей. У него суперсила — управление материей. Это могут быть как люди, так и физические предметы. И если мы рассматриваем прям очень сильное раскрытие оранжевого потенциала, это телекинез, либо осознанные сны. Полный контроль своего тела в астральных проекциях. А левитация не сюда уже? Левитация тоже. То есть это все, что связано с контролем тела, с контролем внешнего физического тела. Это магия в реальности, можно сказать. Окей, суперсила понятно. А что там с теневой стороной? Если у фиолетовых мы поняли манипуляция там и так далее, как у оранжевых проявляется их теневая сторона, если вот она прям вытеснена, подавлена? Ну, смотри, у оранжевых теневая сторона в аспекте своем лежит в двух проекциях. То есть это либо человек, который в гонке за успехом и деньгами, потому что оранжевый помешан на деньгах. Их способность — это зарабатывать деньги, организовывать пространство людей. Это начальники вот такие. Они очень агрессивные по своей природе могут быть, отстаивать границы. И у них теневая сторона — это излишний контроль. Они становятся начальниками не только на работе, но и дома. Они не разрешают себе либо отпустить ситуацию и отпустить контроль, и дать ситуации самой разрешиться. Они все держат под контролем. Излишнее напряжение. Либо второй момент — они очень безответственные. То есть они могут быть очень безответственные, очень непунктуальные, схожи с красным мужским проявлением, очень похожие. То есть это безалаберность, оранжевая. Такой человек будет страдать от того, что у него нет дисциплины, нету тайм-менеджмента, он пытается это сделать, но у него не получается. А все почему? Потому что в теневой стороне сказано: богатые люди плохие. А если он будет взращивать дисциплину, он станет богатым. А для него богатство — это плохо. А значит, заблокированный оранжевый потенциал. И вот у них такая теневая сторона. То есть они либо максимально безалаберные и не принимают в себе силу лидера, либо принимают в себе силу лидера, но не принимают в себе возможность отдыхать и быть безалаберным во время отдыха. То есть там две крайности. То есть вот, например, люди, которые постоянно опаздывают, это, скорее всего, оранжевые. Это не факт, что есть оранжевый, потому что у нас есть творцы, которые в целом не чувствуют время. Если у оранжевых есть суперспособность чувствовать время,
и они всегда приходят вовремя. Но если потенциал не принят у человека, то он может опаздывать. То есть это безалаберность определенная. Но самое, что отличается, творцы никогда себя ругать не будут. Они не ругают себя за то, что они опаздывают. А оранжевый себя закорит, он себя угнетет, он будет чувствовать вину, что других подвел. Почему? Потому что ему эту вину выгодно испытывать. А почему выгодно? Потому что если он ее не будет испытывать, он станет богатым. Он примет в себе дисциплину. Понятно. Слушай, а вот, ты говоришь, оранжевый, он там ворочает деньгами, его суперсила, а все остальные как, что денег никогда не видать, что ли, другим потенциал? Ну, смотри, деньги — это такая отдельная сфера, очень интересная. Очень солидарен с мнением Вадима Заунда из трансерфинга реальности, где он говорил, что деньги всегда приходят под цель вашей души, под реализацию вашей души. Так вот, все ваши потенциалы, открою вам такой инсайт, заложила в вас душа. Она много жизней, много прошлых жизней, накапливала опыт, накапливала свою искру, которую она хочет выразить в этом мире. И еще в утробе матери ваша душа перестраивала ваше тело под определенное предназначение. Делала области мозга определенные больше нейронных связей. Ваше тело более крепкое либо выносливое. Она перестраивала вашу телесную и психическую оболочку под определенные потенциалы, которые вы сейчас можете себе наблюдать, либо оценивать на этом подкасте. И с деньгами вещь такая, что когда вы определяете в себе всю таблицу потенциалов, когда вы определяете все свои потенциалы, а как следствие находите предназначение не просто там абстрактно, либо какое-то непонятное, а вплоть до целевой аудитории, опираясь на вашу таблицу, вы ставите себе определенную психическую цель. Я к чему-то хочу стремиться, меня это зажигает, внутри зажигается огонь, и вы находите свою реализацию. Куда вы хотите идти? Не точку, а по какой дороге вы хотите идти. По творчеству, по лидерским качествам, по, может, коммуникаторским качествам. И под эту цель приходят деньги. Поэтому мы в своей системе называем так, что деньги — это обратная связь от мира за ту ценность, которую ты даешь по своим потенциалам. Как Вадим Зеланд говорил, деньги под твою цель, под задачу твоей души. И она очень сильно резонирует и похожа с нашей философией, потому что мы также считаем, и это всегда работает, что человек, например, просто начал проявлять свой желтый потенциал, спонтанно записал песню, проявить свой голос. К нему пришла повышенная зарплата, его повысили, в нем заметили что-то. У меня был реальный пример, когда девушка работала стилистом-парикмахером, пошла выступить на сцене, сейчас она записывает свой альбом и собирает концерты. Не огромные стадионы, но тысячи человек ее слушало. И за это, естественно, ей платят деньги, она уже не работает стилистом. Мир всегда мгновенно откликается и помогает, если вы идете по пути своего предназначения, а это значит идти по своим сильным потенциалам. Поэтому да, оранжевый владеет деньгами с той точки зрения, что он создает пространство для денег, условно создает бизнес и получает за это деньги, обеспечивая, например, свою команду деньгами и создавая рабочие места. Он за это получает деньги, за ответственность. А если у вас какой-нибудь творческий потенциал, вам не нужно стремиться в бизнес, вам просто нужно идти согласно своему предназначению и своему творчеству, и за это вы получите обратную связь от мира в виде денег, как следствие. Поэтому деньги всегда приходят, если у вас есть понимание, кто вы, куда вы идете. То есть есть понимание вашей цели, вашей реализации. Да, дорогие, ссылки на то, как узнать потенциал на экспресс-разбор, будут в описании. Также есть, я записывала в своем телеграм-канале отдельный подкаст с огромным разбором всей моей карты потенциалов полных. И там вы тоже можете многое узнать про каждый потенциал, поэтому переходите по ссылкам в описании. А творческий — это наш зеленый, да, это синий И коричневый. и коричневый творческий. Да, если мы берем, например, суперсилу оранжевых, это способность к левитации, потому что они могут управлять физическими объектами, как деньгами, как людьми, организаторы, так и пространством и предметами. Это может быть либо телекинез, левитация. Чаще всего это осознанные сны и контроль своего тела в астральных проекциях. Это оранжевые. Какой потенциал, интересно тебе? Ну, давай дальше коричневый. У Вот нас много коричневых под предыдущим выпуском было. коричневые, они по своей природе очень сильные перфекционисты, очень правильные. Их можно узнать, потому что у них всегда начищена обувь, дома всегда порядок, все комфортно, все удобно. Они всегда говорят про комфорт, удобство, не чувствуют время, постоянно могут опаздывать куда-то. У них нету
оранжевого потенциала, который чувствует время. У них абсолютно другие стороны. И коричневый, у них теневая сторона выражается в том, что по своей сути они все везде структурируют, наставляют и обучают. У них природа быть наставниками, глубокими наставниками, не просто разработчиками знаний. Например, как Эдисон, который создал вам лампочку и научил, как эту лампочку создавать миллионы людей, своих работников. То есть они создают открытия в жизни людей. Эта чрезмерная дотошность, она может выражаться в садизме. То есть такие люди становятся садистами. Самое яркое проявление — довести до слез, как только увидят слезы, начинают жалеть. Они именно физически мучают людей. Они часто могут идти и работать тату-мастеры. Если вы заметили, Хирурги туда же, да? хирурги туда же. Если вы заметили, тату-мастеры, они улыбаются, когда бьют татуировки, и когда вы говорите, что вам очень больно. Это не просто так, это подсознательное удовольствие причинять другим боль. И если эта склонность в человеке не проработана, потенциал не принят, она может выражаться, если татуировщик выражает ее, но он нашел способ, как получая боль и делая боль, делать добро, делать татуировки. Нормально? Нормальная реализация. Либо тот же хирург. Нашел же себя, нашел. Это экологичное проявление садизма, которое не причиняет вреда. Но если человек в себе не принимает эту сторону, блокирует, а еще и пытается ее подавить, рано или поздно он будет сначала мучить, просто может в отношениях мучить своего партнера, доводить до слез, потом жалеть физически. Потом может начать избивать, а потом начнется полный контроль и максимальный вот садизм, как он выражается. Потом на животных это может Те, перерасти. кто котят мучат, да, это тоже Да, коричневый. но это не всегда так. Это могут быть просто невыраженные маниакальные склонности у человека. Это немножко другая, условно, специфика. А вот коричневый, да, он может, например, тоже мучить животных, но условно по тому, что у него есть способность к садизму, но выражается она не в экологичную сторону. Чаще всего в бытовых ситуациях это вот довести до слез, потом пожалеть. Это вот самая такая благоприятная. Но если такой человек начнет расти дальше, больше подавлять в себе эту часть, не понимать, как функционирует коричневый потенциал, не изучая его функционал, вы можете заметить старушку, которая всегда гладила котенка, была милой, доброй, а потом взяла этого котенка, расчленила, либо выбросила куда-то в мусорный ящик. Просто потому что не смогла сдержаться с навязчивыми мыслями. И вот когда у вас возникают навязчивые мысли, это говорит о том, что какой-то потенциал пытается проявиться, вы его блокируете, можно сказать, он на вас обижается, и придет все к тому, что эта теневая часть вылезет в том проявлении, чего вы постоянно боитесь. Интересно. Мне стало, знаешь, интересно, у меня была такая тема давно, правда. Я когда видела людей с какими-то конкретными болезнями, или вот, ну, знаешь, там кто-то милостыню просит, или еще какая-то, вот, ну, кто-то болен, изуродован, еще что-то, у меня в голове проскальзывала какая-то мысль, типа, а если бы у меня это было, или типа, а вот бы у меня это было, прикинь, вообще. Я потом это прорабатывала, у меня это ушло, но вот мне интересно, это о каком потенциале А, может идти речь вообще? Вообще, это больше про фиолетовый. Из-за того, что они видят пространство вариаций и реальности, а у них есть склонность, к сожалению, бесконтрольная, если человек не работает с этим, встраивать в свою жизнь реальность. Они могут идти, увидеть больного человека, сказать: «О боже», и представить, как это произойдет с ними, и это может произойти. Да, но я-то не хотела этого, естественно. То есть у Да, меня это это как все навязчивая навязчиво. мысль такая была. И меня это так пугало, типа, боже, я это, с одной стороны, не хочу вообще, естественно, а откуда у меня это как А, сущность, знаешь, какая-то? Важно принять эту мысль в себя, полностью осознать, что да, я так думаю, я так хочу. Чтобы не пустить ее в подсознание и в пространство реальности, просто говори себе: это неправда. То есть навязчивые мысли у многих людей есть. У фиолетовых просто это более опасная структура. Другие могут думать, никогда с ними не произойдет. А фиолетовые — это вот более сильное влияние на судьбу и свою, и людей, и так далее. Поэтому если возникают навязчивые мысли, просто нужно говорить, во-первых, не давать им эмоционального окраса. Что это значит? Думать, но не испытывать эмоций. А какие эмоции могут испытываться? Жалость к человеку. Если испытываешь жалость, значит, ты уже простраиваешь пространство реальности у себя. Поэтому в первую очередь нельзя испытывать эмоцию. Можно думать об этом сколько угодно. Мгм. Можно фильмы ужасов смотреть сколько угодно. Но самое главное — не проникаться. Как только испытываешь жалость, как только испытываешь страх, есть вариант, что эта навязчивая мысль может материализоваться в реальность. Поэтому самая грамотная работа с этим — это принять в себе, что ты так думаешь, и думать, продолжать. Не сопротивляться этому абсолютно. Говорить в первую очередь: это неправда. Можно себе какую-то привычку, кстати, сделать. Я, например, себе делаю, что я просто через плечо 3 раза плюю. Это офигенный способ. Это даже
в аспекте нейробиологии дает сигнал мозгу, чтобы не впустить что-то в свою жизнь. То Тоже есть как вот эта вся определенный блок. история, что мы там стучим по дереву, Шикарно. приметы вот эти, это Если не ты, просто так. если ты в нее веришь, это работает. Она работает только, когда ты веришь в это. То есть что такое вера? Это психическая огромная энергия. И фиолетовые, им очень важно вот найти какой-то способ, например, потереть там себя 3 раза за руку, либо что-то сделать, какое-то действие, чтобы навязчивая мысль ушла и не проникла в подсознание. И если более прокачанный фиолетовый, он может просто не испытывать ни сожаления, ни жалости к таким людям и просто говорить: это не мое, не хочу в своей реальности такое иметь. Какая суперсила у коричневых? У коричневых суперсила исцелять. То есть у них суперсила в руках. Целители, да? Да, это эти люди, которые буквально могут прикасаться к человеку руками и исцелять болезнь. Кригер есть такой, из Краснодара очень известный мужик, туда прям много к нему кто ездил, он просто исцеляет руками. Да Он много таких, да, людей, конечно. и в целом, да, много коричневых исцеляют руками. То есть у них именно руки имеют магическую структуру. Более простом вариации это обычно врачи, которые не принимают в себе определенного целительского дара, они остаются вот на уровне научном. Но это нормально, это неплохо. Просто не всем нужно там что-то себе очень сильно раскрывать. Красный мужской, теневая сторона и суперсила. Теневая сторона — это отшельничество, это больше в частности. Либо непринятие своего сексуального влечения, сексуального либидо. Очень тяжело красномужским находиться в ограничениях. То есть, например, если он находится в отношениях с каким-нибудь оранжевым, и оранжевый блокирует и говорит ему, например, не ходи с тем, не общайся с тем, то есть пытается держать все под контролем, как и умеет оранжевый. Оранжевые развитые, они умеют отпускать контроль. То они сталкиваются с сопротивлением, и у них условно в 10 раз сильнее тяга к мужчинам, либо к женщинам. В 10 раз желание там изменить еще что-то. Просто есть запрет. И вот такой лайфхак. Если вы хотите мужчину красного, либо женщину, чтобы она просто с вами была искренне любила, разрешите ей заниматься сексом с другими людьми. И никогда она это не сделает, потому что не будет запрета. Если запрета нету, красный мужской не будет действовать. Неинтересно. А если запрет есть, есть подсознательная тяга изменять. Поэтому честно признайте, скажите, что вот изменишь, говори. Захочешь, давай обсудим. Типа, я не запрещаю, гуляй с кем хочешь. Я как бы не против. И тем самым вы выражаете ему принятия его стороны. И если красный мужской в адекватном понимании функционала своего, он прошел, например, этап воздержания, у него нету сексуальной зависимости, он никогда вам не изменит. Он будет, наоборот, стремиться в отношения, вкладывать эту энергию. И по поводу суперсилы, это можно их представить в виде радио эмоций. Если красный мужской настроен негативно, все люди вокруг бесконтрольно, без своего ведома будут испытывать те эмоции, которые испытывает красный мужской. Красный мужской — это заразитель эмоций. Не дай бог красный мужской в истерике. Либо он как-то не наполнен, либо у него что-то, застой какой-то в жизни, и он не двигается. Все страдать будут, все близкие, все знакомые. Это будет такой токсичный человек. Он будет улыбаться, а вы от него энергетически будете чувствовать, что он вас буквально вот эмоциями пронзает вовнутрь. И наоборот, суперсилой. Если они эмоционально наполнены, если они принимают и понимают свой дар, все вокруг счастливы, все вокруг довольны и очень классно. Супер практика для красных мужских — это дыхание по Вим Хофу. Более активное, более холотропное, не медленное, а более активное. Это когда вы делаете 30 глубоких вдохов и выдохов, после задерживаете дыхание, насколько выдыхаете весь воздух, задерживаете дыхание, насколько это возможно, с пустым, условно, кислородным баком, когда в легких нету кислорода. Потом резко вздыхаете, когда кончается вот все, вы там 2 минуты посидели, резко вздыхаете, снова задерживаете дыхание и выдыхаете. Практика супер круто работает для красных мужских, эмоции перегружают. Вот буквально всего там сейчас красный мужской находится в пике раздражения, через 2 минуты все радостны вокруг, и он тоже. Ну, короче, им нужно учиться работать с эмоциями, очень важно. И суперсила — это заражать эмоциями других людей. Зеленый. Это ясновидение, Суперсила. суперсила ясновидения. Можно сказать, что им приходят картинки и образы грядущих событий. В целом, как зеленого познать? Это вот мои любимые дизайнеры, да, кто любит, умеет хорошо рисовать. Ну, посмотрите на Артема Лебедева. У него еще есть просто красный мужской потенциал, но, скорее всего, есть зеленый. Как он выражается? У них каменное лицо. У зеленых они
по их лицу никогда не поймешь, что они испытывают. Если красные женские, они желтые, кстати, тоже, они прям только желтые через голос выбрасывают, красноженские через мимику, через эмоции, такие кричать хочется максимально, показывать свою экспрессию, играть, мимика, жесты. Экспрессивное, очень яркое поведение. Это выражение эмоций на поверхностном уровне. Они не пускают их глубоко. Они их сразу выдают. Почувствовали, сразу выдали. Почувствовали, сразу выдали. Они не дают этим эмоциям проживать внутри себя. Поэтому это актеры хорошие. Они могут там в роли разные вживаться, могут играть разных персонажей и постоянно переключаться между состояниями и не выгорают. А зеленые кто? Меня обидели, плакать хочется, не могу. Хочется выразить эмоции, не получается. В итоге такой человек, вы ему сказали гадость, он сидит вот так с лицом. Ну, это если подавлен, да, зеленый. Также же зеленые это же все психологи. Да, это один момент. То есть это если понять, как зеленый подавленный, это в частности, это неумение выражать эмоции. То есть они даже заплакать не могут. Каменное лицо максимальное. А если плачут, то тоже с каменным лицом. Любят искусство, любят красоту, весь Инстаграм в моде, в красках, художниках, стилистах и так далее. Животных тоже очень любят. Животные, да, но там еще и черные могут быть примеси, да, то есть там животные много, то есть потенциалов любят. И основное свойство — это просто любовь, стремление к красоте. Ну, не могут без красоты жить. Суперсила — это ясновидение, это сильнейшее, это когда им приходят картинки грядущих событий. Они могут проснуться от вещего сна какого-нибудь. Либо еще одна очень мощная сила — это работа с энергиями. Они могут, например, кундалини-рейки, они могут работать с эмоциональными энергопотоками, с людьми. Например, как это работает, в отличие от других потенциалов, да? Приходит грустная, заплаканная, обиженная девушка к своей подруге, выплакивает все эмоции, зеленый сидит, не показывает ничего, слушает. Девушка перестала плакать, и зеленая заплакала. То есть они забирают эмоции у других людей и перерабатывают их через себя. В более грамотном работе они могут не пропускать через себя эмоции и работать с людьми уже буквально даже удаленно, на энергетическом уровне. Просто удаленно зеленый человек будет думать о другом человеке, что ему должно стать хорошо, ему станет хорошо. А если в таком более вот как психологическом варианте, условно, почти суперсила, это умение взять эмоции другого человека, в себя опустить их, переработать их и выпустить. Самая большая проблема зеленых то, что многие не умеют это делать. У них нету практик, как работать с зеленым, поэтому они впускают эмоции, а выпустить не могут. И поэтому они могут вообще изолироваться тоже от людей, потому что не хотят страдать. А страдают от собачек, от кошечек, от грустного фильма, везде плачут, везде не могут просто показать себя. Ну, чувствительные такие, Чувствительные, да. Если есть понимание, как работать с этим, эта чувствительность, она перерастает в контроль. То есть в этом случае человек плачет, когда его что-то вывело. А в другом случае человек разрешает себе заплакать. Он говорит, я хочу сейчас плакать, и заплакал. Зеленые могут тоже очень хорошо выражать эмоции. Не экспрессивно, как красные женские, но если они умеют с этим потенциалом работать, они умело их перерабатывают. Как бы облегчают жизнь людей. А теневая сторона это то, что не умеют, или как-то еще более жестко она может проявляться? Теневая сторона, она у них заключается в том, что самое интересное, зеленые люди из-за того, что они очень чувствительные, особенно парни, они очень чувствительные, очень добрые, у них такой нежный голосок очень часто. И не очень так классно видят красоту, что под гнетом мужского сообщества, давления каких-нибудь черных либо красных мужских, каких-нибудь тестостероновых там качков, либо доминантов, они начинают перенимать эту модель поведения, примеривать ее на себя, это условно пытается стать другим. И для него все добрые, мягкие парни, которые занимаются искусством, становятся кто? Ты гей! Ты какой-то не такой, да что ты такую прическу отрастил, да что ты вылизанный такой ходишь. В большинстве случаев это непринятый зеленый потенциал. Ну, опять же, там бывает, например, что просто человек внутри, не знаю, у него не воспитывали, либо принижали его стремление к красоте. Но в основном, если идет агрессия вот на таких миловидных парней у более другого такого мужлана, скорее всего, там есть стремление либо зеленого во втором ряду, либо в первом. И желание быть таким же, мягким, либо показывать уязвимость, но человек себе не разрешает. Когда видит, что другой это делает, он начинает злиться. Поэтому в обратной стороне зеленые — это вот максимально такие «я крутой», «я мощный», «я не покажу себя уязвимого», вот я такой сильный. Никогда не заплачу. Я там, никогда да. не заплачу, да, это очень часто подавление именно зеленого потенциала. Но тут нужно смотреть уже индивидуально тоже под каждого человека, потому что бывает, у парней это вообще слабая сторона — показывать уязвимость свою, либо слабость свою. Опять же, под гнетом
Ну, трендов. общество, да, социальных рамок. Мне кажется, еще зеленые это те люди, которые никогда не выйдут из дома некрасивыми, знаешь, не накрашенными, условно, если это девушка. Да, но зеленые, они очень придирчивые. Очень придирчивые, да. Да, они, буквально неправильно накрашенная стрелка может выбить из настроения на весь день. И друг парень может смотреть. Кстати, это большая ошибка парней. Это очень большая, когда они смотрят, говорят, да что тут такого, фигня какая-то. Для зеленого это не фигня, это огромный удар. Его нужно поддержать в этот момент и сказать, как я тебя понимаю, ублюдская стрелка, да чтоб она сдохла. А он говорит, да что тут такого? Это обесценивание зеленых, да. Обесценивание зеленых, обесценивание дара, но он делает это не специально. И также, с другой стороны, девушка может в своем парне видеть какого-нибудь женственного и не принимать его женскую такую, не женскую натуру, а добрую, такую женственную натуру. Более мягкую натуру. Просто она принимается в обществе как женская, но на самом деле это и мужская часть. Просто мужчина очень часто себе ее прячет, не показывает. И, конечно, это с обоюдных сторон, и какая-то просто криво накрашенная бровь может все испортить. Ну или вот эта история, что да в смысле тебе нечего надеть, да? Девушка зеленая, у которой там 100-500 просто платьев, и ей реально нечего надеть, потому что у нее там что-то не подходит к ее 100-500 туфлям. Да, то есть важно просто не обесценивать это. Просто бывает, что у зеленых девушек есть сценарий жертвы, и они еще могут перевешивать свои проблемы на других людей. То есть говорят, у меня нету платья из-за тебя. Но это тоже нужно понимать, принимать. И если вы связали свою жизнь с зеленым человеком, вы будьте готовы, что придется мириться с тем, что любая мелочь визуальная может испортить настроение не только ей, но и вам. Спокойно вообще. Просто нужно это принять в человеке. Если не подходит вам такой человек, тогда вы просто не уживетесь с ним. Но это глубокое понимание потенциала должно быть. Не только своих, но и другого партнера. И то есть, получается, суперсила, которую может раскрыть зеленый человек, это ясновидение. То есть это вот то самое ясновидение, о котором многие эзотерики, наверное, мечтают, что я прям конкретно вижу твою энергетику, вижу твое будущее в картинках и так далее. Многие путают это с яснознанием, когда многие эзотерики — это яснознание. Они знают и видят, условно, путь реальности человека. Тоже могут картинками видеть. Но зеленые могут видеть, например, ауры. Сущности, ауры. То есть они могут смотреть на человека, видеть его энергетическое поле, видеть его дыры в энергетическом поле, какие сущности с ним общаются. Могут подключаться, например, в фильме «Астрал», вот зеленая вот эта женщина, которая ходила и рассматривала сущности, вот это тоже вот она, зеленая. То есть зеленые видят тонкий мир. У них есть способность биологическая, у них просто мозг и глаз устроен так, что они видят больше. Но если потенциал отрицается человеком, очень часто такой ребенок говорит: мам, я вижу своего воображаемого друга. Куда ребенка отводят? К бабкам. Просвещать. Когда совсем уже, да. То есть ребенка начинают убеждать в том, что этого нету. То же самое, что я вам сейчас скажу, что вы свой нос всегда видите. По сути, вы его всегда видите, но не обращайте на него внимания. И самое бывает такое, наверное, то, что дает очень сильное удивление, когда зеленый принимает в себе свое видение, начинает развивать, он начинает видеть сущности. Это всегда страшно для него. Многие боятся, Очень да, боятся хотят этого. закрыть эти И способности. самая большая ошибка — это давать эмоциональный отклик и отказываться от этого. Но вам нужно принять эту силу, принять эту шизу, можно сказать. Как многие считают, это не так. И научиться с ней работать. То есть включать ее только тогда, когда вы захотите. Потому что если вы, например, будете ее отрицать, это может вырасти в шизофрению. То есть вы не будете контролировать свои визуализации, вы не будете контролировать то, что вы видите. Это будет бесконтрольно. А если вы раскрываете в себе дар, вы можете сказать: я сейчас хочу видеть, я сейчас не хочу. Вот сейчас хочу в поле считать ауру человека, но сейчас не хочу. Но сущность — это такая уже даже не суперсила, а сверхсила. А если суперсила, это вот видеть поля, ауры, это уже будет с головой. Ну там уже кто как развивается на самом деле. Кто как, до каких уровней. Но в Да. основном зеленые останавливаются на уровне видеть ауры, потому что заходят дальше, им становится страшно. У меня был личный опыт, когда человеку раскрывали видение зеленого, раскрывали способность видеть, он забился под дуб, закрылся и говорит: отключите! Отключите! Да, Я что, в много детстве таких. вернулся? А он в детстве это постоянно видел. А он очень сильно этого боялся. Никто не научил с этим работать человека. Это тоже одна из таких суперсил. Про то, как с этим работать, кстати, у нас будет отдельный выпуск про магию трех миров, поэтому обязательно посмотрите. Если мы его уже выпустили, где-то здесь будет обложка. Если нет, то он выйдет сразу же после этого, так что подписывайтесь и ждите выпуск. Да, там будет Какой очень еще интересно. разберем потенциал? Хотя какие потенциалы вам интереснее всего, тоже напишите в комментариях. Может быть, в будущем получите на них разбор.
Синий, наверное, да, какой еще у нас остался? Синий — это суперспособность слышать, то есть они могут подключаться к информационному полю Земли и слышать информацию. Это ходячее радио. В нереализованном состоянии, в забитом, это сумасшедшие, то есть бесконтрольное получение информации, голосов и демонов, и сущностей, и всех подряд вперемешку. Подконтрольное, чистый источник, когда общаются, например, как у нас тот, кто разрабатывал систему потенциалов с орлегами. То есть она слышит их, как радио, условно. И у них суперсила — это подключаться вот к источникам информации. Черпать, Тесла обладал такой способностью, например. У него еще с коричневым в сочетании, поэтому там микс, но А как проявляется теневая сторона этого потенциала? сумасшествие, непринятие сумасшествия. То есть человек боится стать сумасшедшим. То есть чем больше он вытесняет, да, эту историю, Чем тем больше он она боится у него... стать сумасшедшим, тем больше он противится своей сумасшедшей натуре, они реально немного не посебешные, если в них углубиться. Чем больше он пытается с этим бороться, находится в непринятии, тем высока вероятность, что он станет сумасшедшим. А желтый, кстати, еще про желтый. Ничего не рассказали. Какая там теневая сторона? Кто такие желтые? Да, то есть желтые — это люди, известные своей яркостью, умением привлекать внимание. Такой человек, либо в компании вы видели такого человека 100%. Как их можно понять? У них громкий голос, они постоянно много болтают, и у них постоянно куча историй. Отличительная черта то, что они всегда хотят разговаривать. И очень громкие, шумные, душа компании, юмор. Так от них и льются. Такой сильный, влиятельный голос очень часто. Либо очень громкий и ненастроенный голос. А отличаются также своей рассеянностью, то есть они часто из-за того, что у них же вербальный интеллект, и у них очень много мыслей в голове, и если они их не выговаривают, там, не ведут блог, YouTube, они могут забывать вынести мусор, забывать вас выслушать. Они в целом становятся довольно рассеянными людьми по жизни. И основная их суперспособность — это привлекать внимание через речь. Будь то выступление на сцене, потоковая речь, стендап, блог, неважно. Главное, чтобы задействовался голос. То есть четкое направление, где он должен задействоваться, о чем вещать, это певец или блогер, там уже с другими потенциалами. В комбинации нужно смотреть, чтобы понять это направление. Но мы будем рассматривать в рамках модели одного качества, чтобы было легче понять. Принятый и развитый желтого, просто представьте, что такое принятие желтого потенциала? Это принятие своего дара вещателя. И такой ребенок, представьте, рождается у родителей, которые полностью принимают его качество, то, что он матерится с детства. Они говорят: классно, комиком станешь, будешь смешить своим голосом. То, что он громкий постоянно мешает, постоянно кричит. Они поддерживают его, отдают его в кружки, где он развивает свой голос. Его голос становится красивее, приятнее, влиятельнее. И в конце концов, в 14 лет он уже зарабатывает первые деньги, ведя стриминговые игры на компьютере. То есть это принятие, когда родители понимают, что у них за ребенок, и не ломают ему судьбу. То есть ты много говоришь — молодец, у тебя громкий голос, выразительный — классно, ты шумный и веселый, давай я тебе на ораторское мастерство отдадим. То есть идет поддержка по его определенным сильным качествам. И своими словами, состоянием родители помогают ему расти, развиваться талантливым человеком. И, конечно, в этой среде человек, когда взрослеет, он понимает свой потенциал, он растет с ним в любви, в гармонии. Каким он вырастет, такой человек? Конечно, он будет уверенным в себе, его голос станет сильным инструментом, помогающим ему собирать миллионную аудиторию. Он будет блистать в своей профессии, он не будет даже понимать, что может быть по-другому. В его мире этого по-другому не существует, где бы он ужимался, подавлял, боялся сказать какое-то слово. И представьте, что исходные данные с рождения у ребенка те же, у него выдающийся желтый потенциал, но он гиперактивен, громкий, любит быть в центре внимания. То есть все качества у него желтого качества есть. Но родители этого ребенка сами не обладают данным потенциалом, они не изучали систему потенциалов, и они в целом не принимают в себе этот потенциал, может, он его в себе ненавидит. Например, как проявляется, когда у человека есть талант, но он заблокирован, он начинает раздражаться на всех подряд. То есть его бесят громкие люди, его бесят конкретно люди, которые матерятся. Скорее всего, в детстве ему не разрешали и подавляли эти импульсы, поэтому он просто эту модель переносит, проецирует на других людей. И, конечно, ребенок у таких родителей будет жить со словами: «Хватит болтать, язык отсохнет», «Будешь шуметь за столом, это неприлично», «Взрослые хотят тишины».
там будешь перебивать или хвастаться, будешь наказан, мы тебе дяде отдадим, если ты перестанешь сейчас кричать и плакать. То есть что делают родители? Ребенку дают понять, что то, каким он рожден от природы, это неправильно. Это не соответствует нормам, это плохо, и за это тебя могут убить или отдать кому-нибудь. Конечно, у ребенка сильнейшая связь, любовь с родителями, и такие выражения буквально, ну, он не может им противостоять. Конечно, он будет их записывать в подсознание, лишь бы чтобы его родители не перестали любить. Он подстроится любым образом. Такое свойство детей, они очень любят родителей и не хотят любое нарушение, либо угроза близости с ними, либо связи, даже просто словесная. Ребенок переживает очень тяжело и готов направить всю свою силу воли, чтобы свой талант подавить ради родителей. А что происходит? Происходит у ребенка блокировка энергии. Естественные качества, такие как уверенность, харизма, там, умение привлекать внимание, они просто вытесняются. Вместо них формируются страхи и блоки. Развиваются негативные программы, например, сценарий одиночества. Очень часто у таких людей встречается. Это люди, которые боятся заводить знакомства при встрече с новыми людьми, боятся что-то сказать, боятся материться, хотя внутри хочется. Понимаете, в чем разница? Есть люди, которым просто они это не делают, им это неприятно. Не то, что неприятно, они этого не хотят. Но это их и не триггерит. А есть люди, которые внутри этого хотят, эта хотелка выражается внутренней агрессией, и очень сильно эта агрессия направлена на людей тех, которые это позволяют себе сделать. Такой человек будет бояться показать себе, заявить, это будет такой гневный комментатор на всех социальных площадках, потому что тоже хочет себя так вести, но не может, боится, блоки не дают. В сложных ситуациях это может просто перерасти в заикание. То есть заикание, что это такое? Страх говорить, постоянное чувство стыда за свои слова. То есть как бы сознанием хочется, но тело настолько сильно в зажимах и блоках, что оно прям пережимает горло. В результате ребенок, когда взрослеет, он начинает стыдиться своих качеств, делает все, чтобы заслужить одобрение родителей. То есть он подавляет проявление своего таланта. Какая будет теневая сторона этого потенциала? Теневой ресурс. То есть представьте вот то, что ему родители поставили огромную стену между его талантом и его подсознанием. То есть талант и его внешний мир. Он не может прорваться. И вот за этой стеной копится теневая сила, теневая энергия. То есть те качества, те желания, которые человек в себе подавил и не разрешил себе их проявить. У желтого это будет проявляться в виде сарказма. Такой человек будет над всеми издеваться. То есть не просто шутить, а издеваться, саркастически отвечать. Он будет обесценивать проявления других людей. То есть это все признаки подавленной харизмы. Она может проявляться как пассивная агрессия у желтых людей. Будет избыточное желание внимания. То есть человек начинает добиваться одобрения любой ценой, включая манипуляции эмоциями, токсичное поведение, игнорирование, лишь бы привлечь к себе внимание, чтобы его выслушали его какие-то нюни и слюни. Потому что он просто не может по-другому привлечь к себе внимание, не научили, нету нужных инструментов и осознанности, что у тебя природный дар к этому. Такой человек, он не сможет радоваться успеху других людей очень часто. То есть он видит яркость, уверенность в окружающих людей и начинает это обесценивать, принижать, чтобы быть в их глазах более таким вышестоящим, что он тоже что-то стоит. Внутри такой человек будет, как бы, с одной стороны, будут очень сильные насмешки, сарказм, издевательства, знаете, вот какой-нибудь Светлаков в «Наша Раша». У него же тоже желтый был. Желтый — это ж кто? Комментаторы. Футбол комментируют, разговаривают, радио. И вот это будет желтый человек, который постоянно листает ленту, включает телевизор и комментирует всех, хейтит всех и над всеми издевается, сидя у себя в полной нереализации. Понимаете? И продуктивные качества желтого потенциала, способность привлекать внимание, уверенность, харизма постепенно исчезают, но они не исчезают бесследно. Важно первый момент осознать, что с течением жизни человека, чем больше он отодвигает желание к популярности, к голосу, общению, тем больше крепче стена. Но эти проявления, они никуда не пропадают бесследно, они в вас заложены. И эти подавленные проявления и есть ваша теневая сторона. Уверенность, харизма, сила. Но проявляется она сейчас пока из-за того, что вы ее отрицаете в виде вот таких признаков, которые я выше перечислил. Одиночество, чувство изоляции, может быть, сарказм, неумение выговариваться, неумение привлекать к себе внимание, но у вас есть эта сила.
Просто ее нужно раскрыть. И зачем в целом это нужно? Ну, во-первых, подавленные проявления любого потенциала, они уходят в тень, еще раз. Они блокируют энергию и могут создавать травмы, могут создавать неприятные состояния. То есть, ну, потенциал сам по себе, он никуда не исчезнет от вас. Он продолжает жить внутри, превращаясь из силы в источник просто жесточайшего напряжения и одиночества. И только через принятие развития своих качеств человек он может вернуть гармонию. Он может раскрыть свою силу, свою энергию. И это начинается в первую очередь с желания человека осознать свой дар, осознать свой потенциал и понять, какая в нем заложена теневая сущность, что он себе не разрешает делать. Осознание — это полпути к решению и к раскрытию вашей теневой стороны. Ну вот, например, тоже коричневый. Если коричневый потенциал принят и развит в человеке, это люди очень медленные по своей природе, не очень нерасторопные. И им не нравится, когда их торопят, когда ставят дедлайн. Да это такие творческие люди потока. И в принятом состоянии его медлительность становится адекватной и продуктивной. То есть такой человек начинает в своем темпе выполнять множество задач, сохраняя высокую концентрацию. Он избегает суеты, его не торопят другие люди. То есть медлительность превращается в определенную такую сильную сторону человека, которая позволяет ему сосредотачиваться на деталях, ловить творческие потоки, быть в расслабленном, спокойном состоянии. Если ребенка в детстве говорили «ускоряйся», например, там какая-нибудь учительница математики к нему подходила и говорила «давай, Ваня, быстрее решай задачу, время горит». Ребенок, естественно, с медленным темпом жизни напрягается, и у него очень часто выводится это в ступор. Вы таких детей могли видеть, которые возле доски плачут. Их торопят, жаждут от них решения, им нужно сесть подумать. Они в потоке, как желтые, не могут там выдумывать что-то на ходу. Ну и вот они стоят, их сковывает все тело от напряжения, и просто слезы — это единственный момент, когда они могут спастись от злой учительницы. Конечно, в этом случае ребенок не будет принимать свой темп жизни, ребенок не будет принимать свой коричневый потенциал, свою медлительность. Это будет выражаться у человека в сильнейшем внутреннем напряжении, потому что он будет искусственно стараться ускориться и подстроиться под других людей. Еще вырабатывается сценарий быть удобным для других людей. У такого потенциала часто он будет стараться быть удобным, подстраиваться, он будет стараться ускориться, будет винить себя, если у него что-то не получится. Такой человек очень часто будет опаздывать и ничего с этим сделать не может, потому что просто его очень все сковывает, сильнейшее напряжение. Их нельзя ни в коем случае торопить. Потому что в расслабленном состоянии коричневые сделают намного эффективнее все. Они завершат все задачи, если их не торопить, в срок. Потому что одно из свойств творческих людей — то, что у них на задачу выделяется его потенциалом определенное количество энергии. И если потенциал творческого человека торопить, коричневого, например, то эта энергия, она расходуется. И человек, он может не завершать дела до конца. То есть затягивать процесс. Чем больше торопите, тем больше процесс будет затянут. Вот и все, простое правило. Нужно принимать их темп жизни, ну и понимать, что это их талант, и они сделают все качественно и все как нужно, если вы им дадите свободу. То есть вот этот подавленный ресурс, он проявляется в потенциале как что-то негативное. Но это негативное — это и есть яркий знак того, что ваша подавленная сторона закрыта. Как только вы ее раскрываете, из раздражительности и ступора человек с коричневым потенциалом становится гиперспециалистом с сильным фокусом и концентрацией, который полностью расслаблен, в комфорте находится. Желтый потенциал из чувства одиночества, изоляция, чувство того, что он боится что-то сказать людям, либо познакомиться, подойти. Раскрывая теневую сторону, человек становится гиперпопулярным блогером, оратором, которого все знают и признают. Потому что теневой ресурс — это не что-то плохое. Это огромная энергия вашего потенциала, который в определенный момент жизни у вас был подавлен и не раскрыт. И вот когда вы узнаете свои качества, узнаете, какие у вас сильнейшие доминирующие потенциалы, вы снимаете первый пласт. Слушай, а вот мне кажется, что под такие потенциалы, как красный, например, да, и коричневый, это, например, настолько противоположные. И у меня у мужчин, например, они в карте в первом ряду, и красный, и коричневый. Это же вообще противоположные вещи. Я думаю, что там также есть и другие потенциалы, которые конфликтуют между собой. Как вот человеку это вообще совмещать? Это очень частая история.
красный, коричневый, оранжевый, коричневый. Красный, мужской и оранжевый, в частности, больше всего они встречаются и в конфликтах с коричневым. Они очень быстрые, они очень мультизадачные, они всегда очень хваткие, у них скорость мышления очень быстрая. Поэтому они всегда всех торопят, всех торопят, со всеми разбираются, со всем ставят определенные задачи. А коричневый кто? Это такая, можно сказать, небольшая черепашка. Надежно, но медленно. Но всегда быстрее, чем, например, тот же оранжевый со всей своей суетой. У них медленный темп жизни. И если представить, что каждый потенциал это как отдельная личность вас, станет намного понятнее. То есть представьте, что у вас есть, например, одна личность, которая очень быстрая, мультизадачная, и другая личность, которая требуется время, она медленная, не быстрая, не скоротечная, коричневая. И когда вы, например, с этапом взросления вам родители прививали правильность, медленность, основательность, то есть что делали? Высказывали принятие вашему коричневому потенциалу. Вы в себе абсолютно принимаете свой медленный темп жизни, вы абсолютно спокойно относитесь к тому, что есть какие-то дедлайны, горят, вы не торопитесь и в расслаблении находитесь, но не принимаете скорость, суетливость. Когда вас поджимает и вам хочется бежать, двигаться, действовать, побеждать, у вас поднимается скорость жизни, вы ее искусственно глушите и говорите: «Я не хочу быть таким». И очень медленно, основательно, как перфекционизм, все сделаю, вместо того, чтобы буду делать все по верхам. То есть в момент того, когда у вас включается скорость, у вас включается другая личность, и вы ей не должны противодействовать. Вы должны отпустить ситуацию. Или Иначе... наоборот, получается, может Или быть, наоборот. да, что не принимают такой весь торопливый, суетной, да, оранжевый или красный мужской, а там вот эти коричневые черты, не дай Да, бог, то есть, проявятся. например, человек очень тоже суетливый, быстрый, активный, и он не дает себе замедлиться. То есть момент, когда у него тухнет батарейка, у него уже нету энергетического ресурса, как он думает, ему хочется уже расслабиться, он себя ругает за то, что он каким-то стал, поваляться на диване хочется подольше, и он запрещает себе это делать. А это на самом деле не проявление потенциала оранжевого. Это в этот момент включается коричневый, в дверь стучится вам и говорит: «А про меня не забыл? А я вообще-то люблю в комфортном месте посидеть, а я люблю в спа сходить, расслабиться, а я люблю массажик, а ты чё, может, ты не забегался случайно?» И в этот момент оранжевый говорит ему: «Заткнись, прекрати тут своевольничать, прекрати тут проявляться». Начинает его максимально подавлять коричневый, начинает на него ругаться. Этот конфликт выражается во внутреннем напряжении. Он чувствуется в груди. Человек ловит так называемое состояние раздрайва, когда ему хочется одного и другого одновременно. Внутренние противоречия. И как будто ты хочешь и расслабиться, и быть активным. Или когда ты хочешь расслабиться, ты чувствуешь вину. То есть начинаются сомнения, совместные мнения. То есть когда два потенциала начинают между друг другом общаться и начинают конфликтовать. Прям ссориться, как какой-нибудь отдел маркетинга с отделом продаж компании. Что кто-то неправильно что-то делает. Нет, вы все нормальные, вы все правильно делаете. В этот момент человеку важно понять, что ему нужно отпустить оранжевый потенциал, допустим, свою скорость, и дать проявление своему коричневому потенциалу расслабиться. Что это значит? Не просто отпустить, а полностью отключиться. Не пойдет так, что я вот сегодня так, с утра такой, вечером такой. Нет, полностью отключиться. И дать пару дней поправляться коричневым. Не винить, не ругать. Вас поток зовет так действовать. Разрешите себе таким быть. Но если человек не знает механизмов, он не знает, как эти состояния переключаются. У него банально нету информации о том, как потенциалы проявляют, то есть как почувствовать то, что во мне коричневое. Вот как человек без знания того, что у него есть определенные черты коричневого, поймет, что в этот момент у него включается коричневый. Если он еще отрицает эту Если часть он себя. тем более отрицает эту часть, то есть он не поймет, когда он включится. Ну, условно, вот представьте, что вы родились слепым и глухим. Вы не видите и не слышите. Будет проще, наверное, вы слышите, но не видите. Вот так. И я вам попытаюсь объяснить, что такое цвет. Вы же не знаете, что это такое. Вы не можете интерпретацию дать. Вы не понимаете, что такое цвет. Вы не видите с детства, с рождения. Вы не понимаете, что такое структура цвета. То же самое, когда человека переключается потенциал, у него есть ощущение, что что-то поменялось, но он не может это интерпретировать. То есть его подсознание ему дает сигнал: смотри, этим потенциалом ты уже перебегал, зарядка там села. Включи этот потенциал, дай ему взаимодействовать с миром. Но вы не можете этот сигнал понять.
Он просто идет, как может внутренний толчок, либо внутреннее какое-то напряжение. Но вы не можете сказать: «О, так это я расслабиться хочу, потому что вот это коричневый». Я начал себя вести, я начал себя говорить так, у меня взгляд стал таким, я начал есть вот эту еду, значит, коричневый. Даже настолько тонкие моменты, что Да, я начал есть какую-то еду? да, вот пример. У меня вот недавно девушка моя, у нее есть синий потенциал в третьей позиции. И она приехала домой к родителям, потому что очень сильно устала от суеты. Моей суеты, каких-то дел постоянных, поехала отдохнуть. Ложилась всегда в 12, просыпалась на 8-9. Сейчас ложится в 6 утра, просыпается под вечер. Темп жизни резко поменялся. А Ксения — это ночные товарищи совы. У них ритм жизни ночной, им плохо функционировать именно днем. То есть в этот момент она себя не ругает. Она говорит: «О, мой синий включился», и счастлива. И творческий поток идет, и желание творить, и что-то создавать. То есть у нее включился синий. В еде это может поменяться, вкусовые привычки меняются. Это значит, включилась другая личность. Слушай, а кто еще ночной житель? Вот я знаю, что желтые — это ранние пташки, да? Нет, это вечернее. Что? Это оранжевые ранние пташки. Оранжевые ранние пташки. Да. А вот получается желтый. Желтый — это вторая половина дня, это до 6 вечера. Ага. А кто вот еще ночной такой синий? А с 6 до 12 это коричневый, зеленый очень часто. С 12 до 6 утра это синий. Только синий. Красный мужской, тот же самый. Нет, они не функциональные. Красным мужским, оранжевым и в целом другим потенциалом противопоказано не спать ночью. Им важно спать. Потому что у синих исключительно... У них гормон мелатонин из-за того, что если рассматривать его с точки зрения, например, прям древней структуры, кто такие синие? Это ночные стражи порядка. Они не видят, но они слышат. Они слышат, когда гепард подкрадется, чтобы среагировать. То есть у них развитый слух. И они всегда были ночными сторожами. И у них выработался биологически, эволюционно гормон мелатонин. Он вырабатывается у них днем. То есть им спать хочется днем. Но это только если активен в синий. У вас может быть синий, но сейчас не время его активности и не тот этап жизни, где нужно его активничать, вы можете спокойно спать ночью. Но когда вас прикроет, вы это почувствуете. Но чтобы это понять, вы должны знать функционал этого потенциала. Знание потенциалов, оно очень помогает относиться к своим проявлениям С принятием. с принятием, безоценочно. Отсюда освобождение огромного ресурса. Ну вот нам постоянно писали под предыдущим нашим выпуском, что у меня радуга, у меня все потенциалы. Но очень частая история, да, когда ты смотришь какое-то описание, и кажется, да и вот это я, и вот здесь я. Я скажу, вы правы. Кто смотрит, вы правы, потому что у вас все 9 потенциалов есть, и каждый из этих потенциалов вы можете использовать. Я не могу сказать, что вы можете использовать только этот. Вы можете взять потенциал самый слабый свой из третьего ряда и использовать его, пытаться вывести в сильные качества. Это не запрещено. Когда у человека возникает вопрос, что я вижу в себе все потенциалы, вот это проблема. Потому что он не понимает, какие у него самые сильные. Он не понимает свой первый ряд. Из-за чего это происходит? Вот он натыкается на блогера какого-то, он говорит: деньги, бизнес, натыкается на другого, голос, выступление, натыкается на третьего, женская энергия, сексуальная энергия. Кто это? Оранжевый, желтый и красный мужской. Кто-то творчество, дизайн, и человеку все интересно. Он же в школе учился на 5. А что это значит? Значит, его сильные стороны, например, в математике ставили на одну чашу весов со слабыми сторонами, например, в музыке, и относились к этому равноправно. А значит, человек ко всему будет относиться: мне это подходит, мне это интересно, мне это хочется, слушает про таблицу, он всю таблицу знает, он ему все откликается, он вообще там 9-потенциальный и везде сильный, но в итоге человек не может ничего сделать. У него нету фокуса, а энергия у нас не бесконечная. Поэтому, например, у меня была ученица, даже не ученица, а зритель. Я не скажу, что она ученица, потому что она так и не пришла. Но зато она приходила на эфиры и в целом на мероприятия, подкаст этот смотрела. И выяснила в себе, что у нее там 4 потенциала. Определила их через методичку. Методичку и подкасты. Посмотрела, почитала, такая: я такая, я зеленая, мое желание создавать, творить — это вот такое. И пошла дизайнером учиться. Что в итоге? Полное разочарование, выгорела очень жестко, очень сильно потеряла себя, ориентиры так еще и обесценила свои потенциалы. На самом деле у нее есть зеленый потенциал. Это не ошибка. Но у нее есть он в первой позиции. У нее не дизайнерское проявление в творчестве,
а у нее в стилистике, ей нужно стилистом быть, а не дизайнером. Ей нельзя создавать красоту руками. Чтобы стать дизайнером, у тебя должно быть сочетание зеленого плюс коричневый. То есть у тебя должна быть способность к мелочам, к кропотливому труду. Это коричневый. А у нее зеленый и желтый. Ей нужно стать блогером по стилю. Но она сама пыталась определить свой потенциал. Она хотела во всем разобраться сама, без обучений, почитав бесплатные материалы, посмотреть там подкаст. Естественно, это сделать крайне сложно, потому что степень принятия и понимания внутренних основ потенциалов у человека крайне низкая. Просто если вас не учили определять потенциал с рождения, либо не делали фокус на ваших сильных сторонах, скорее всего, вы определите в себе потенциалы. Повезет, если один, не повезет, если второй, третий ряд. То есть самостоятельно определять потенциалы без знаний, без обучений, без экспертности можно только ради развлечения. Но не для того, чтобы делать выбор, в какую сторону двигаться. Это очень занятие неблагодарное, потому что я уже говорил, что, скорее всего, ваши подавленные качества вызывают у вас агрессию. Вы их даже специально увидеть в упор не сможете. Поэтому у нас существуют программы, которые помогают это обойти и выявить. Вот ты сказал, да, интересно про второй ряд. Это то, что поразило больше всего меня, что то, что, казалось бы, вот оно, мы этим горим, вот это точно мой потенциал, а оно, оказывается, у нас вообще во втором ряду. Это удивительно было. Мне когда разбор делали, там многие вещи настолько не совпали с тем, что я думала о себе. Да, да, Дело это в том, это очень коварная вещь, наверное, самая коварная из всех. Я на нее тоже ловился много раз. А наши сильные стороны, мы к ним настолько сильно привыкли, что мы их не замечаем, к сожалению. Мы либо агрессируем на них, либо не замечаем, если они проявлены хоть как-то. То есть мы не можем сказать, что у меня это есть. Из-за того, что это, как я уже говорил, как будто вы носите рубашку, и вы уже теряете... Только если вы сфокусируете свое внимание на то, что эта рубашка касается вашей кожи, вы поймете, что она касается всего вашего тела. Но когда вы там общаетесь, занимаетесь своими делами, она не ощущается. Вот так и с потенциалами. Сильные стороны обесцениваются обесценивается, да. нами. И они обесцениваются в том случае, если они выгорели. То есть вы не понимаете, как наполняться через второй ряд. У вас в жизни нету второго ряда потенциалов, у вас нету хобби по второму ряду. Вы в деятельности очень активны, и наступает тот этап, когда вы истощаетесь. У потенциала кончается батарейка, но вы не знаете, как ее подзаряжать. Потенциал перестает для вас иметь ценность и силу, у вас пропадает энергия им пользоваться, и внимание переходит на второй ряд. А второй ряд — это всегда восхищение. У нас этого нету, поэтому мы в других людях всегда это видим, и нам хочется таким быть. И мы начинаем хотеть стать этими людьми. Вот у меня недавно выгорел фиолетовый потенциал. Прям выгорел, потому что я очень много консолидировался на анализе. И я начал думать, что у меня есть коричневый потенциал. Очень сильное проявление. Мне начало хотеть комфорта, спокойствия, медленного темпа жизни. Но на самом деле я пожил так 2 дня, полноценно отдавшись ему, второму ряду. У меня наполнился фиолетовый, и совсем с другой страстью, с другой энергией я начал его реализовывать. Но человек, который не знает этих механизмов, он как поступает? Я выгорел, значит, это не мое, Не моё, это да. не мой талант, поэтому пойду я вторым рядом заниматься. Начинает этим заниматься, там тоже расстраивается, потому что второй ряд — это всегда на 2-3 дня, а потом устал, не хочется уже, все, не мое. И вообще разочаровываются. А что тогда делать? Кто я тогда Да. вообще? Поэтому очень важно, реализуя потенциалы первого ряда, учиться отдыхать. Иначе зарядка кончится, а если у вас нет понимания своего второго ряда, вы будете думать, что у вас сильные стороны, которых у вас нету. Учиться отдыхать правильным способом, да. Правильным То есть не способом. просто валяться на диване, хотя для кого-то, да, валяться на диване, Для но коричневых для каких-нибудь. коричневых, да, но далеко не для всех. Был случай такой, что девушка думала, что у нее красный женский потенциал. И она всегда: мне нужны тусовки, мне нужны мероприятия, мне нужны активности, мне нужны вот это, вот это, вот это. 2 дня. 2 дня тусовок. 2 месяца полного уединения. Нежелания вообще ни с кем общаться. Потому что красный женский у нее был во втором ряду. Ей надо было 1 раз на тусовочку сходить, 1 раз там на актерское мастерство сходить, выплеснуть свою энергию, наполниться, чтобы у нее потенциал функционировал первый. Над красным женским у нее был желтый. И как только она это сделала, просто походила на тусовке, потенциал красноженский отстал от нее. Она наполнилась. Желтый вернулся. Все, сразу хочется вещать, хочется разговаривать, куча знакомств, общения. И сейчас свои медитации записывает она. Реализует свой желтый потенциал. Хотя до этого она не замечала этот потенциал вообще. Она думала, что она даже близко не такая. Нет, она просто устала. Она переработала этим потенциалом, и она уже начала думать, что она красная женская. Поэтому
Второй ряд — это всегда недостижимый идеал. Это то, что как вы можете понять у себя второй ряд? Вы смотрите на человека, и вы им восхищаетесь. У вас возникает элемент «я тоже так хочу». Я хочу именно этих качеств. Если идет элемент восхищения, это ваше наполнение. В виде хобби это супер круто в вашей жизни получится. Но настоящие результаты и профессиональная реализация, она идет там, где вы не будете испытывать восхищение, не будете видеть такого человека. Скорее всего, вы будете раздражаться на такого человека. Вы будете смотреть на него и думать, как ты меня бесишь. И вот это твои сильные стороны. Потому что если ты их в себе примешь, ты поймешь, что этот человек — отражение того, кем ты хочешь по-настоящему стать. И тебе нужно стремиться к этому, раскрывать это. Но это не значит, что, опять же, надо забить на второй ряд. Это хобби, наполнение. Вы сами можете попробовать их использовать в виде профессиональной реализации. Я всегда говорю, не доверяешь — попробуй. Одно и то же всегда. 2 дня, 3 дня, потом нет, Ален, я вот такой. Я понял, что я желтый, я не красный женский. Мне это все не нужно. Понимание таблицы дает четкое понимание, что тебе нужно в качестве профессии, а что тебе нужно в качестве хобби. Это вот дает ориентиры. Поэтому лучше, чтобы не гадать, чтобы четко все понимать и знать свою таблицу, обращаться к специалистам. У нас есть экспресс-разбор, по которому можно определить всю свою таблицу, понять свои потенциалы, сильнейшие стороны, выявить их определенные суперсилы и спокойно двигаться в свою реализацию. То есть для этого у нас есть отдельный продукт. Это, опять же, не делается ни тестом, ничего. Вы проходите живую консультацию со специалистом и выявляете себе ваши потенциалы. Да, доступен абсолютно для каждого по ссылке в описании. Давай вернемся к теневой стороне. Я уверена, что каждый узнал себя в каком-то из потенциалов, какая-то темная сторона у него наверняка проявляется периодически. И давай дадим какие-то рекомендации, что людям с этим делать, с этой теневой стороной, чтобы она из вот этого подавленного состояния вышла в раскрытый потенциал, который принесет им успех. Простая есть практика анализа, как понять свою теневую сторону. То есть одна из практик встречи со своим скрытым потенциалом, она может заключаться в простом анализе. Вы можете посмотреть на окружающих людей, прислушаться к себе, какие качества в других вас просто сильно будут раздражать. Не просто не нравятся, а вызывают настолько сильную реакцию, что это портит настроение на весь день. Ведь наша психика, она годами подавляла определенные желания и стремления, считая их нежелательными или опасными. И если мы сталкиваемся с этими проявлениями в реальной жизни, что мы будем испытывать? Чувство агрессии, опасности, раздражения. То есть захочется уйти от этого подальше. И когда мы сталкиваемся с этим во внешнем мире, это яркий признак, что этот человек транслирует вам то, что вы в себе подавили, не разрешаете. Вас бесят громкие люди? Возможно, вы желтый. Вас бесят агрессивные и напористые люди, которые отстаивают свои границы и защищают свой мир? Возможно, это оранжевый потенциал, и у вас есть талант к бизнесу. Вас раздражают манипуляторы? Возможно, вы в себе не разрешаете управлять другими людьми. Фиолетовый потенциал. Вас бесит медлительность? Возможно, у вас это суперсила. Понимаете, когда вы смотрите на других людей и начинаете давать эмоциональную реакцию, вольно, невольно, у вас просто что-то внутри триггерит, это всегда личная история. Значит, в какой-то момент жизни вы вели себя таким же образом, как этот человек, которому вы испытываете раздражение. И в какой-то момент жизни вам сказали, что это неправильно и опасно. Вы это взяли за норму, и теперь вы это проецируете на других людей. То есть возникает такое чувство, а почему ему можно? Мне же всю жизнь это запрещали. Это вы не осознаете, вы это чувствуете. У вас возникает чувство, что почему ему можно, а мне нельзя. Из-за того, что вы себе не разрешаете, вам остается только одно — раздражаться на таких людей, обсуждать их с друзьями, какие они плохие. Хотя вы сами такой, и это ваш огромный внутренний ресурс, который, если вы раскроете, вы настолько сильно удивитесь, насколько ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Простое упражнение для того, чтобы вы смогли ее начинать освобождать. Первый шаг — это запомнить. Чтобы стать лучшей версией себя, той версией, которая сильна, ничего не боится и готова идти напролом, когда у вас возникают мысли, чувства или какие-то убеждения, не заглушайте их.
Дайте им право выразить себя. Не бойтесь, если ваша правда может кому-то не нравиться, кого-то обидеть, выражайте ее. Вы не обязаны кричать о ней всем подряд, но попробуйте сначала с малого быть честным с собой, с теми, кто вам важен. И постепенно избавляйтесь от привычки угождать. Если всю жизнь вы соглашались с чужим мнением, чтобы, например, поддерживать мир, сохранять спокойствие, попробуйте спросить себя, а как на самом деле думаю я? Осознайте, что несогласие, оно не означает, что вы станете там конфликтным человеком. Оно просто означает, что вы начнете говорить то, что действительно для вас важно, и делать то, что действительно вы хотите, без страха, то, что вас за это поругают, осудят и так далее. Вот просто представьте, если вам кто-то предлагает какую-то возможность, но вам что-то внутри говорит, ну это не мое. Вместо того, чтобы идти на компромисс, признайтесь себе в этом сами. Выразите свою точку зрения спокойно, уверенно. Пусть другой человек вас услышит. И позвольте себе проявить свои настоящие желания в первую очередь. Потому что каждый раз, когда вы затыкаете голос своего потенциала, свое мнение, знаете, что они никуда от вас не уходят. Эти желания, этот зуд, это желание что-то сделать, оно от вас никогда не уйдет, потому что это желание врожденного вашего потенциала. И чем больше вы его будете подавлять, тем сильнее и больше будет становиться стена между вами и вашим огромным ресурсом. И постепенно подавленные чувства, подавленные желания, они могут превратиться просто в сильнейшее напряжение, психосоматические заболевания или тяжелые симптомы психические. Поэтому не подавляйте их. Этот шаг может показаться простым, но на самом деле он требует немалого мужества, чтобы позволить себе быть собой, не опираясь назад. Важно очень глубоко осознавать свои потенциалы, их качества и какие у него в целом есть суперспособности, потому что с 90% вероятностью вы не понимаете, чего вас в детстве лишили. То есть у вас просто нету под этого знаний, нету методички, нету осведомленности о том, что у вас это есть. И как только вы осведомлены, как только у вас появляется знание, понимание, что у вас это внутри есть, запускаются совершенно иные процессы. И очень быстро. Потому что сам потенциал начинает очень сильно радоваться, то, что вы обратили на свою подавленную часть внимание. И очень рекомендую отходить от обвинения, осуждения, обсуждения с другими людьми каких-то людей. Помните, любые обсуждения, любой негатив, любое осуждение других людей — это ваш талант, который вы в себе не разрешаете проявить. Любая негативная реакция — это ваш талант, который вы в себе не разрешаете проявить. Это может быть агрессивность, злоба, нарциссизм, импульсивность, садизм. Это все в вас есть. Но если вы это примете и перестанете это обсуждать, вы не станете этим человеком. Вы не станете садистом, манипулятором и убийцей. Перестав обсуждать это, вы разрешите своему потенциалу наконец-то снять блок на ресурс, на энергию, которая у вас скопилась. Поэтому избегайте любых обсуждений других людей с точки зрения, чем они вам не нравятся. Тем самым вы дадите шанс своему потенциалу проявить себя. Лучше спрашивайте у себя всегда вопрос, что это значит для меня. Оп, меня это зацепило, вызвало эмоцию, напряжение в груди, давит. Что это для меня значит? Какой талант я в себе не разрешаю проявить? И с пониманием потенциалов вы очень легко сможете это анализировать, проявлять и раскрывать. И я подготовил для вас еще одну очень сильную практику, медитативную практику, которая поможет вам сейчас все, что мы с вами сегодня обсудили, закрепить. Я эту практику подготовил. Вы переходите по ссылке в Телеграм-канале, и там вы ее сможете забрать. Она будет направлена на то, чтобы с помощью определенного состояния входа в свое подсознание познакомиться со своей теневой стороной, увидеть ее глазами либо воображением, у кого как получится, ощутить с ней и наладить с ней связь, чтобы она служила для вас сейчас огромным ресурсом и помогала вам проходить нужный опыт раскрытия ваших сильнейших сторон и вашего пути. Оставлю практику в описании под этим подкастом. Переходите, смотрите, слушайте и практикуйте, чтобы ваша теневая сторона начала жить, начала дышать
Вы уже сейчас немало сделали, посмотрев этот подкаст, но эта практика, она поможет вам закрепить все, что мы с вами сегодня обсуждали. И познакомиться, протянуть руку своей теневой части и поздороваться с ней. Можете даже ее потом обнять. Супер, благодарю. Дорогие, все ссылки будут в описании. Очень много сегодня раскрыли про потенциалы нового. Что еще не раскрыли и вы хотите узнать, пишите в комментариях. Все дополнительные ссылки и ссылка на экспресс-разбор в описании. Пишите, когда узнаете точно свои потенциалы, в том числе, какие у вас. Да, благодарю тебя за уделенное время, за замечательную компанию и вопросы. А вам, друзья, хочу пожелать счастья и развития. Развивайте свои сильные стороны, чтобы становиться сильнее, и оставьте свои слабые стороны, чтобы не становиться слабее. Всем успехов!